Да. Доброго хоккейного дня всем любителям хоккея, компьютерного спорта и всем посетителям торгового центра Мега Уфа. Идет и начинается третий день чемпионата России по компьютерному хоккею, который принимает столица Республики Башкортостан. Вот здесь, на хоккейной площадке торгового центра Мега Уфа, собственно, все действие происходило 2 дня. Оно продолжится и сегодня. Прямо сейчас все вы, наши уважаемые телезрители, и все вы, уважаемые гости торгового центра, которые пришли за покупками или поразвлечься, сможете стать свидетелями уникального события. 9-й чемпионат России по компьютерному хоккею. Эта история начиналась очень и очень давно, и вот сейчас она продолжается на ваших глазах. Вы видите, на нашей специально оборудованной сцене находятся 4 киберспортсмена, которые занимаются дисциплиной спортивного симулятора под названием компьютерный хоккей. Их 4 осталось по ходу соревнования, в котором приняли участие 32 спортсмена. Отсеялись за 2 дня остальные 28, и эти 4 сегодня должны выявить из себя, из своих рядов сильнейшего. Он и будет чемпионом. Ваши комментаторы: Азамат Муратов — это я люблю, когда мне аплодируют. Я сегодня ваш единственный фанат, похоже, и Денис Таипов. Можно не аплодировать, я знаю, что вы все меня любите. Нет уж, Денис, тебе тоже небольшие, скромные, но... Мне 2 аплодируют человек, вам 1, Азамат. Я и Денис, опыт и молодость. Мы сейчас будем смотреть киберхоккей, обсуждать киберхоккей, вспоминать киберхоккей и прогнозировать ситуацию с киберхоккеем в будущем. Остались по-настоящему самые сильные, и поверьте, мы сегодня увидим хоккей высшего уровня. Уж в полуфинале эти ребята будут выжимать из себя все для того, чтобы оказаться в финальной серии до 2 побед, для того, чтобы повесить себе на грудь золотую медаль чемпиона России. Награда, надо сказать, бесценна для всех, кто понимает хотя бы немного в том, что скрывается под понятием компьютерный хоккей. Subaru Уфа, так называется одна из команд, выступление которой вы сейчас увидите. Руководит ей уфимец Кирилл Иванов. Он один из уфимцев добрался до столь высокой отметки, как полуфинал. Против него играет магнитогорец Максим Труханов. Ну, вы видите на экранах сейчас, я думаю, и на этой заставке Funny Animals, счастливые милые животные. Вот так называется команда, которой руководит Максим Труханов. Я думал, что мы видим на экранах Funny Animals. Я так немного задумался, Азамат. Funny Animals — это команда, которая приехала к нам из Магнитогорска. Посмотрим, насколько эти животные будут сейчас милыми и забавными, и насколько их действительно сможет осчастливить их дрессировщик Максим Труханов. FAS, вот такая аббревиатура его команды. Команда его играет, по-моему, в красной форме, да, так оно и есть. Ну а Кирилл Иванов, команда которого Subaru, он действительно представляет этот общеизвестный, широко известный бренд японского автопроизводителя. У него заключен контракт с этим автопроизводителем. Тонкости этого контракта мы вам пока раскрывать не будем, но, наверное, много приятных и интересных неожиданностей вы еще об этом услышите. Ну и вот началась встреча. Понятно, что оба спортсмена волнуются. Жеребьевка была проведена вот 10 минут назад также на этом святом уже для российского киберхоккея покрытом льду торгового центра Мега Уфа. Ну и вторая пара полуфиналистов — это наш друг, товарищ и учитель информатики, 35-летний Иван Сидоров, который приехал к нам из славного города Чебоксары, и против него играет петербуржец Виктор Митраков. Вот такая у нас позиция. По большей части мы будем наблюдать за матчем между Кириллом Ивановым и Трухановым, потому что Иванов уфимец, и нам, конечно же, здесь, вещая из Уфы и болея за уфимцев, интересные перипетии именно этой встречи. Ну а в процессе, конечно, мы будем отвлекаться на то, как происходят дела в матче Митракова-Сидорова, как Петербург и Чебоксары будут играть между собой. Отличный момент, но, к сожалению, для нас Subaru. Команда Subaru не смогла открыть счет в выгоднейшей ситуации, но мы видим, да, Иванов поддавливает, и Иванов действительно идет вперед. Никто не хочет отсиживаться в обороне. Конечно, об обороне думают все, но атака — это основа. Основа того, что нужно показать, какой хороший выезд из-за ворот, какой мастерски исполненный финт, и каково было сейчас нам всем наблюдать за тем, что произошло. Еще раз атака Иванова сорвалась. Прошлый момент, кстати, с чего начался? С того, что случайно соперник Иванова отдал передачу назад, тот выбежал и чуть не забросил первую шайбу. Понятно, что, наверное, сначала будут нервы
После жеребьевки не все были довольны результатами, кто-то хотел себе другого соперника, но лучше, чем башкирская рулетка, как говорит Азамат, ничего не может. Вообще, на самом деле, у нас вот эти разговоры, да, по поводу того, кто мне достался, кто не достался, мы вчера обсуждали с Дмитрием Цыбиным в прямом эфире, с хоккеистом, который был лучшим бомбардиром высшей хоккейной лиги, наш уфимский воспитанник хоккеиста, а ныне тренер и работник и директор школы ХК Уфа. Вот, простите. Есть и такой хоккейный клуб у нас. Так вот, мы обсуждали эту тему. Я спрашивал Дмитрия, а как там вот у вас, у хоккеистов, в нормальном хоккее, что у вас в серии плей-офф? Ну вот выпал вам соперник, и вы начинаете переживать, что-то прикидывать, думать, да ну лучше выйти. Нет, сказали нам из мира профессионального хоккея устами Дмитрия Цыбина. Ты знаешь, что в любом случае ты должен выносить того, кто тебе достанется. Кстати, самая долгая, самая трудная, на мой взгляд, дорога к этому полуфиналу была именно у уфимца Кирилла Иванова. Это его должны бояться все, это его должны все опасаться, и должны они именно задуматься, как им играть против человека, который прошел такой серьезнейший путь. В первой стадии плей-офф, простите, сейчас будет опасный момент, посмотрим, да, чем закончится эта атака. За воротами и все-таки это второй раз подряд, да, делает это. Да, со второй попытки не самым звездным игроком это Карл Хагелин, да, 79 всего лишь оверолл. Ну что, пустили козла в огород, а козел был очень рад, всю капусту и поел. Отличное начало для Магнитогорской школы киберхоккея. Может быть, на повторе мы посмотрим за этой ситуацией еще раз. Вы должны понимать, что это технический трюк, который, ну, условно нужно уметь делать, да. Нельзя просто так нажать одну кнопку, и она сама по себе там исполнит вот такой вот финт ушами. Нет, даже не самым звездным игроком смог соперник нашего киберспортсмена Максим Труханов из Магнитогорска забросить шайбу. Ну, это все отработанная схема. Я думаю, Иванов таких шайб сам исполнял неоднократно и в свои ворота тоже получал. Ничем там не удивил Труханов нашего киберхоккеиста. Кто-то должен был открыть счет. Ну вот да. Открыли не. И 1-0 счет вообще ничего не значит, особенно в первом периоде. Я думаю, что в этой серии у нас будет много голов, несмотря на то, что полуфинал. Несмотря на то, что все будут обороняться, играть внимательно. Это мое мнение, опять же. Я, скорее всего, ошибусь, но я считаю, что голов будет много. И сегодня 4 шайбы в первом матче мы точно увидим. Но вот Азамат Муратов, вы не видите, за кадром он сделал такое лицо. Он очень сильно сомневается и мне не верит, дилетантов киберхоккея. Он-то профессионал. Нет, я соглашусь с тем, что эти парни оба умеют и любят много. Любят и умеют много забивать. И с атакой у них полный порядок. Но и с обороной, знаете, что Труханов, что Иванов с обороной. С плохой обороной до полуфинала добраться невозможно. С блестящей атакой, да, но мы видим, что большинство матчей-то у нас заканчивалось, ну, с минимальным отрывом. Вот если взять статистику всей серии плей-офф этого 9-го чемпионата России до этого момента, то было понятно, да, Бишоп хорошо сыграл после броска от синей линии, то было понятно, что минимальный отрыв в одну шайбу, максимум в две, обычный счет для этой стадии. И посмотрите, какой ровный счет во всех сериях, начиная с 1/8 финала, несмотря на то, что Сергей Понкин и Даниил Крайнов, башкирские киберспортсмены, вылетели со счетом 0-4. Там везде была упорная борьба, и мы помним, как Понкин вчера за 2 секунды до конца своего последнего матча на турнире счет сравнял. Оказалось, что с психологической точки зрения именно он должен был забирать 4-ю игру, но, к сожалению, проиграл в овертайме. Такая же похожая ситуация была у Крайнова. Он за 20 секунд до конца 3-го периода пропустил решающую шайбу в свои ворота. На закончился первый период, пока 1-0. Ведет Труханов из Магнитогорска. Мы болеем за Уфу. Уфа, где ты? Она празднует победу над «Зенитом». Да, вчера красиво все было. Мы просмотрели тут, говоря о футболе, о победе знаменательной, о легендарной победе футбольного клуба Уфа над петербургским «Зенитом». Мы просмотрели статистику этого матча. Ну да ладно. Да, мы просмотрели, ее не показали, то есть важный момент. Ее показали, да, но мы просмотрели. Показали ее так скоренько, быстренько. Нужно было делать скриншот. Надо было делать скриншот, да. Ну, посмотрим, что будет здесь во втором периоде. Желтыми играет Уфа. Вот для тех, кто мало понимает, я особенно обращаю внимание. Вот Уфа сейчас в атаке. Нужен бросок в девяточку куда-нибудь туда, в дальнюю. Нет, не проходит. Желтенькие — это Уфа, друзья. Не удивляйтесь. И опять какое чудо сейчас. Какое чудо творит голкипер. Голкипер магнитогорской команды, который играет в красном. И как хорошо, как умно сейчас атакует Уфа.
Голкипером магнитогорской команды Бен Бишоп. Здесь и такое бывает. И в Магнитогорске играет Бен Бишоп. Ну и что, в Уфе играет Овечкин. Вот хороший момент. Макдэвид, играющий за Уфу в желтеньком. Макдэвид не смог использовать момент. А вот магнитогорский Бержерон делал передачу на магнитогорского Стемкаса. И дальше. И вот уже в зоне чуть ли не юлаевцев, сказал я. Был соперник, очень хорошо наша защита отработала. К сожалению, Кросби шайбу потерял на входе в зону. Ну что, друзья, пока минимальное преимущество Магнитогорска. Я вам сразу скажу, как мы будем поступать с соседней серии. Да? За соседними игровыми позициями от наших киберхоккеистов, за матчем, который мы наблюдаем, как раз и находятся Иван Сидоров и Виктор Митраков. У них у них свой там полуфинал, и мы будем мы по договоренности с режиссером будем наблюдать за ним. Какой момент, да, с отрицательного угла наносился бросок, но тем не менее Бишоп успел щиток положить, пока Бишоп тянет на себе Магнитогорск. Потому что второй период, и у Иванова было 2-3 момента, которые должны были превращаться в голы. Если Иванов будет играть вот таким образом, то никаких шансов у Магнитогорска нет. А я думаю, что именно так он и будет играть. Он почувствовал вкус крови. И я вернусь к теме. За параллельным матчем мы будем наблюдать только в том случае, если там будут заброшены голы. Момент! Гол! Гол! 1-1. Кирилл Иванов сравнивает счет, и мы говорили о том, что Уфа давила, Магнитогорск гнулся, но никак не ломался. И вот, наконец-то, мы сравняли счет. Вот крупным планом лицо Максима Труханова, молодой киберспортсмен, новое поколение магнитогорских звезд. Ну и у нас в Башкирии 24 года. Кирилл Иванов, первый чемпион республики. Он стал таковым в 23 года, год назад. И в нынешнем чемпионате республики занял бронзовое третье место. И вот, посмотрите, у нас Иван Сидоров открывает счет, играя в российской форме, естественно, Буре, да, Джо Павельский в форме Буре РФ открывает счет в параллельном полуфинале. Посмотрите, тем же самым трюком, финтушами, повтор от мастеров. Ну, сегодня просто мастер-класс, да, для новичков киберхоккея. Прекрасно. Все, возвращаемся. 1-0 ведет Буре РФ в матче номер один. В номер один, а мы смотрим за матчем номер... Давай наоборот. Да. Для нас номер один матч это вот этот, где Уфа играет с Магнитогорском, а там Буре РФ, Чебоксары ведут матчи против Петербурга. Я имел в виду матч номер один, это в серии еще. Хорошо. А у нас уже 1-1, и вы посмотрите параллельные серии. Вот так вот. Виктор Митраков забрасывает шайбу, очень быстро сравнивает счет. На втором экране сверху мы наблюдаем за тем, как это происходило. Между тем, я тут внизу наблюдаю за очередной атакой команды Субару, который руководит наши уфимские желтенькие. Вперед, давай, желтенькие, давай, дави. Передача в область заворота. Может, еще одна попытка в ближний угол? Нет. Простите, Труханов с помощью своего голкипера оставляет свои ворота в неприкосновенности. Попытка войти в зону юлаевцев, субаровцев, да, уфимцев не увенчалась успехом. И по-прежнему мы говорим о давлении. Что, потряхивает Максима Труханова? Потряхивает. Должно потряхивать. Это полуфинал. Да, как минимум заработал он бронзовые награды. У нас по регламенту неудачники полуфиналов получат бронзу. И так вот, как злые языки говорят, ну, Максим, ты же молод тебе, и что там, ну, уже хорошо, да? Ну, конечно, все это шутки-прибаутки. Полез. Вот излюбленный свой трюк делает сейчас киберхоккеист из Уфы. Вылазил из-за ворот на пятачок. Не пустили его на этот раз. Там уплотнилась оборона на пятаке. А что сейчас? А сейчас такая передача на фланг и бросок. В попытке найти пустой угол, а угол был занят. От синий шмаляет. Ой-ой-ой, вот сейчас нам точно повезло. Кто это? Клод Жиру промахнулся, да? Жиру бросал по пустым воротам в одно касание, но просто не попал. Да, сейчас простили нас магнитогорские звезды НХЛ. И вот уже Уфа идет вперед. Нет, захлебывается эта атака, а в параллельном матче Буре увеличивает счет 2-1. Все, уберите нам картинку, верните нас в Уфу. Мы не хотим быть в Чебоксарах, мы поняли, какой там счет. Там 2-1 Буре РФ ведет, и давайте вернемся, пожалуйста, верните нас в Уфу. Может, гол посмотрим, нет? А вот как должен забивать Клод Жиру, играющий в команде Буре РФ. Вот нам намекнули, на что режиссеры. Там-то Жиру попал. Нельзя разрешать сопернику поднимать голову. Йонас Донской сам в ближний угол пытался переиграть голкипера. Не удалось. Там напрашивалась передача, да? Но мне кажется, он ее не сделал, потому что она читалась. Она напрашивалась. И
Труханов прекрасно понимал, что, скорее всего, Иванов будет отдавать, но Иванов попытался обхитрить всех, но Бишопа обхитрить не удалось. Он последним стал на пути этой шайбы. Вместо Йонаса Донского, да, в этой ситуации. Опасно! Бишоп! Бишоп и там успевает играть. Я считаю, когда закончится этот чемпионат, мы должны скинуться по 100 рублей и Бену Бишопу выслать туда, в Канаду. Потому что, он заслужил. Почта России. Почта России должна Но доставить они ему не найдут. к следующему чемпионату России. Почта России должна доставить этот конверт Бишопу, потому что он однозначно лучший игрок этого чемпионата. Самый популярный вратарь. Вообще выбранный нашими участниками, по-моему, в 30 командах из 32. Бен Бишоп, как самый большой и самый сильный, находился. Быстро смотрим. Статистика бросков 9 против 9. Время в атаке, чуть больше. Магнитогорск проводит в атаке на одну неделю, на 1 минуту. По выигранным вбрасываем 7-4 в пользу Магнитогорска. Но счет 1-1. Еще ничего не решено. А вот в параллельном матче по-прежнему у нас там 2-1. Сидоров ведет. Чебоксары выигрывают у Петербурга. Да, огонь. Серия до 4 побед, да, возможно, в каждой из этих игр будет по 7 матчей, но так вот вспоминая, опасно, держать, выдерживают этот натиск, но подбор остается за Магнитогорском, Проворов. Макдэвид это очень опасно, решил сделать передачу на защитника, чтобы тот уже бросал. Но тут масса решений было у Макдэвида. Не нарушить бы правила, да, не закончить бы это все обидной подножкой. Нервный момент сейчас для Иванова, потому что долгая атака, и Макдэвид кружит за ворота, пытается вылезти на пятак и постоянно подергивает своего соперника. Бросок, гол. Ну, что ж, и такое залетает. И такое залетает. От синей линии, это как раз и реализм. Это сюрреализм современного хоккея. Чем-то должна была закончиться эта практически 2-минутная атака. Да, 2 минуты 18 секунд. Да, и Труханов своего добился. Спокойствие должен соблюдать, я думаю, Кирилл Иванов. Ожидаемо, что больше одной шайбы забьет Труханов. Вопрос ведь в том, сколько мы забьем в этой ситуации. Да. Не повезло чуть-чуть. Вот Бишоп тащил, а в итоге вот такой дальний бросок не вытащил. По такому второму периоду Иванов должен вообще успокоиться, принять спокойно эту шайбу, как будто ее не было, и просто продолжать гнуть свою линию. Прекрасно, я думаю, он понимает, что нужно просто заходить в зону и забивать. Конечно, на словах это все просто, но опять же, если Иванов будет показывать свой уровень, тем более у него сейчас будет 2 минуты большинства, то шансов у него не то чтобы на то, чтобы счет сравнять, а на победу очень-очень много. Давайте, друзья, посмотрим, как Уфа в желтом играет в большинстве. Карлсон. Передача на Дюшейна. Дюшейн в правом кругу вбрасывания. Ищет на дальней штанге кого-то. Пока за ворота на Овечкина. Долго-долго думает Иванов. И вы посмотрите, как... Вот там чистокол такой, да, там плотно было на пятачке. И все равно Иванов туда идет, потому что он знает секрет. Он знает секрет, он способен все довести до ума и воспользоваться любым шансом. А Труханов, я так понимаю, ботами, да, обороняется, посмотрите. Сейчас я пригляжусь просто к этому моменту. Нет, вживую играет. И ботом тоже разрешает. На дальней штанге прикрывает. Да. Прикрывает. Это все, все в канонах игры НХЛ-19, которую мы, собственно, так и завершаем. Да, хороший момент. Овечкин! Саша Овечкин! Молодца, красава, умница! Был единственный шанс сделать вовремя передачу на Овечкина, который едва открылся. Через полсекунды его бы закрыли, но этот шанс был использован, потому что передача прошла, и Алекс Овечкин, играющий за уфимскую команду Субару под управлением Кирилла Иванова, сравнивает счет 2-2. Мы говорили, что в большинстве сладко будет именно Уфе. Так и получилось, да? Иванов вообще плей-офф классно играет в большинстве, потому что групповой этап многие даже и в меньшинстве забивают. Такова игра НХЛ-19, но вот когда начался плей-офф, я наблюдал за матчами Иванова, и он в одной из игр 2 из 2 уже в первом периоде реализовал, если я не ошибаюсь. Так и должны играть мастера. Чуть-чуть расслабил булки, да, получи, пожалуйста, шайбу. Вот это главный принцип и критерий. Даути заходит на позицию для броска и правильно заходит. Но тут его хорошо накрыли. Снова Овечкин. Передача! Не доходит передача, потому что была перехвачена шайба защитником. И этот Джонс, который и перехватил передачу, повел свою команду вперед. Сам открывался под подобную же передачу. Опасно здесь на дальней штанге. Возможно будет огонь. Нужно разобраться, нужно подобрать шайбу. Получается это у Макдэвида? Нет, у Макдэвида это не получается. Магнитогорск продолжает давить. Джонс, попытка пробросить. И вот сейчас контратака. Могли провалиться магнитогорцы, но возвращают шайбу уфимцы.
уфимскую зону. Желтые забирают шайбу. Это значит, Уфа сейчас должна провести смену и как-то грамотно, подержав шайбу, перейти в атаку. Но здесь очень плотно против них играет Магнитогорская. Овечкин бросок! И это был хороший шанс для Саши Овечкина, которым, к сожалению, он сейчас воспользоваться не смог по вине голкипера Магнитогорской команды. Ну вот мы говорили, Азамат, что Иванову не надо расстраиваться после второй заброшенной шайбы. Все вернется на круги своя. Начнется атака Ивановой, и она обязательно станет голевой. Так и получилось 2-2. Еще ничего не понятно, ничего не ясно. И Труханов тоже понимает, что у него хотя бы один шанс за эти оставшиеся 10 киберхоккейных минут обязательно будет. Возможно, он сейчас и наступает. Вопрос, как Иванов справится. И вот, да, пожалуйста. И опять этот финт ушами. Мэтт Дюшейн на этот раз исполняет. Это о чем говорит? О том, что игроки пока друг к другу не присмотрелись. То есть у Труханова 2 раза прошло. Но я думаю, что с каждым... 2 из 3, да. И мы понимаем, что там максимум реализации возможен. Эта штука доработана, да. И я думаю, что с каждым матчем таких проходов будет все-таки меньше. Потому что меньше Иванов привыкнет. А в параллельном матче у нас уже счет 2-2. Да, неожиданно думают некоторые, но петербуржец Виктор Михтраков в параллельном матче сравнял счет в игре с чебоксарским киберхоккеистом Иваном Сидоровым. Мы узнали об этом и хорошо. В нашем матче 3-2. И что-то мне подсказывает, что пора сравнивать, да? Что прав ты был, Денис, когда говорил о том, что голов-то будет много, да? Хоккей позволяет, играют мастера, которые умеют забивать. Ну и опять же, да, не присмотрелись, не умеют еще накрывать друг друга, не успеют, не умеют, не понимают, кто на что способен и что предпочитает. Понятно, что эти ребята умеют в киберхоккее практически все, а мы понимаем еще такой момент, вот нужно аккуратнее в этой ситуации сыграть. Клинберг опять, да, дальним броском Клинберг пропускает. Что делать? Наш Бишоп похуже ихнего, Егонного, скажем так, да, и 6 минут остается, 2-4, Уфа проигрывает Магнитогорску. Если мы увидим повтор, я хочу понять, был ли закрыт Бен Бишоп в этой ситуации. Но бросок-то был в правильной позиции. Бросок был в правильной позиции, четко прямо от штанги залетел в ворота. Сейчас мы давайте дождемся повтор. Там заканчивается основное время. Да, по-моему, вот это Донской или Жиров в него был. Попала шайбу, да? Не в Давай него, еще ну раз. вот, нет, он просто катился вот так вот на перерез. И он мог броска, закрыть. И я думаю, что да, все-таки закрыл. Да, в параллельном матче дополнительное время будет у нас 2-2 по регламенту нашего чемпионата. 3-3, 5 минут овертайм. И если он не выявит победителя, у нас должны быть пробиты послематчевые броски. По привычке мы их называем штрафными. На самом деле, ну и... Неплохой момент у Иванова. Важно почувствовать в первом матче вот эту нить игры. Победа, да, она важна, но, опять же, это первый матч, все может перевернуться. Люди и с 0-3, и с 0-2, и с 0-1 отыгрываются, поэтому разницы нет. Главное почувствовать уверенность. Вы слышали звук, да? Это была штанга. Ну, никто не говорит, что Иванов вообще проиграл. Нет. У нас серия до 4 побед. Более того, эта игра не закончена. У Иванова еще 3 минуты для того, чтобы, по крайней мере, одну шайбу забить. А там как кривая вылезет. Вот, например, сейчас можно сделать что-нибудь, не пролезло. Такой трафик А щелочка могла появиться, да? Как раз для полета. Как хороший авиадиспетчер, Иванов мог рассчитать траекторию полета своей шайбы, и она могла зайти мимо голкипера Магнитогорска. Помните, как в 6-м матче Салтилаев Металлург в реальной жизни, там тоже был невероятный трафик под воротами и Кошечкин в воротах, такой же, как Бишоп. Но Линус Умарк как-то сумел туда бросить в сторону ворот, а там дальше подставили. Так что похожая ситуация была и здесь. Ну что, посмотрим, да, концовка, самая огненная концовка, доставка шайбы из-за ворот. И сейчас понятно все для Труханова, который контролирует шайбу в нашей зоне. Ах, как не вовремя, да, смена там пошла, и Овечкин шайбу-то послал туда, ближе к бортику. 30 секунд остается, есть еще время. Есть, хватает еще времени. Дэвид, передача на Жиру. Ну и там что, Буре РФ выиграл в дополнительное время. Поздравляем всех болельщиков из Чебоксар. Петербургу соболезнования и сочувствия, но это опять же первая игра серии, это огонь. Я думаю, в следующих играх... Ой-ой-ой, мимо ворот проходит шайба. Но теперь-то в этой игре все понятно. Все понятно. Теперь на две шайбы времени точно нет. Мы поздравляем Магнитогорск. Максима Труханова потряхивало. Но смотрите, свои шансы он использовал. 2 выхода из-за ворот на 3.
Мы тут обменялись дружественными жестами с одним из магнитогорских ветеранов киберхоккея. Ну ладно. Уже нельзя показывать Азамат, потому что уже сюда нас посмотрите, показывают, да. Мы уже на экране. Итак, друзья, в противостоянии Уфа-Магнитогорск ведет Магнитогорск со счетом 1-0. В противостоянии Чебоксары и Петербург. Чебоксары впереди с таким же счетом. У нас серии до 4 побед. Через 3-4 минуты эти серии продлятся. И мы с вами, ну что, подождем, наверное, посмотрим немножко рекламы. Не уходите далеко. Это полуфиналы 9-го чемпионата России по компьютерному хоккею. С вами по-прежнему Денис Таипов, Азамат Муратов и команда «Мегафон». Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется. Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август, не спеши. Все успеешь с Мегой. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Еще раз доброго киберхоккейного, уважаемые друзья. Здравствуйте. Продолжается наша трансляция. 9-й чемпионат России по компьютерному хоккею или по киберхоккею, как мы говорим. Ваши комментаторы: Азамат Муратов, команда Мегафон и Денис Таипов. Просто Денис Таипов. Моя команда Слава Тилаев.
И моя, кстати, тоже. У нас у всех зеленое сердце, и у нас горячая новость, друзья. Прямо сейчас вы наблюдаете за полуфинальными сериями. Из 32 спортсменов осталось только 4. Наблюдая за полуфинальными сериями, вы должны знать, что вам есть за кого поболеть. Выбирайте Петербург, Чебоксары, Тверь, Тверь. Магнитогорск. Магнитогорск или Уфа. У вас не звенит в ушах от собственного голоса? По-моему, нет. По-моему, нет. Ну, в любом случае, нас, наверное, слышно всем, и это хорошо. Но самое главное, что вы должны знать, у нас в этом полуфинале уфимец. Он играет за команду Subaru. Зовут его Кирилл Иванов. И, к сожалению, в этой серии до 4 побед он уступает со счетом 0-1. Но это всего лишь начало серии до 4 побед. А теперь горячая новость. Независимо от того, во сколько закончится эта полуфинальная серия и другая полуфинальная серия, все полуфиналы, 18:00. Отсюда начнется трансляция, и, собственно, сама игра будет происходить в прямом эфире на телеканале БСТ. Будет трансляция того, что происходит здесь, на льду торгового центра Мега Уфа. Здесь будет финал, и гостем финала, и человеком, вручающим награды лучшим киберхоккеистам страны, будет игрок команды Салават Юлаев, новичок нашей команды, звездный новичок нашей команды Никита Сошников. Звучит, правда? Да. Мне удалось, как профессиональному ринг-анонсеру, это произнести, да? Никита Сошников, он действительно будет здесь в 18:00, если у вас есть желание увидеть звезду, сфотографироваться со звездой, пообщаться со звездой, да? Но приходите сюда, мы вас будем ждать. Сошников в прямом эфире БСТ здесь, в Мега, это очень и очень круто. Ну а мы возвращаемся во второй матч, как попросил меня называть Азамат Муратов. Матч полуфинал номер 2. В котором встречаются Виктор Митраков и Иван Сидоров. Да, Виктор Митраков, Петербург, Иван Сидоров, Чебоксары. Ну и здесь Сидоров, играющий в красной форме, в форме сборной Российской Федерации, ну его команда называется Бурый РФ, конечно же, поэтому в красной форме. Он ведет серии со счетом 1-0. Добился он этого успеха благодаря удачной игре в дополнительном времени первой встречи. Что получится сейчас, вопрос очень сложный, но понятно, что все называют в этой паре фаворитом именно Сидорова. Но вот посмотрите, да, на историю того, как петербуржец Митраков добрался до полуфинала. Он ведь переиграл Вадима Пономарева, челябинского киберхоккеиста, тактически сухую со счетом 4-1. И здесь мы начали крепко чесать головы. Не успели мы головы прочесать в порядке. Митраков оставил неудел тверича Михаила Золина, который тоже крепкий, очень крепкий орешек. Пусть и на флажке, пусть и на исходе 7-го матча, но все-таки Митраков его прошел. А начинал-то как тяжело, Виктор Митраков. Рассказать вам? Конечно, расскажите. С большим трудом, благодаря случайности, он выиграл меня со счетом 2-0 в нашей группе. Интересно, правда? Случайность? Объясните, почему случайность? Случайность, потому что мне катастрофически не везло в атаке, а ему катастрофически 2 раза повезло именно в своей атаке. Да. Ну вот, такое и есть, да, это не была серия до 4 побед, но я чувствовал себя прекрасно в игре с этим хоккеистом. Ну и был очень удивлен, как он сумел набрать обороты по ходу встречи, по ходу всего турнира. Первый день, второй и вот уже 3-й день Митраков, в отличие от меня, играет в хоккей, а я, в отличие от него, комментирую, как играет Митраков. Вот, собственно, и все, что вы должны знать о киберхоккеисте из Петербурга. Всех поставил на свое место и сейчас на равных борется с одним из фаворитов, запасных фаворитов этого турнира. Ждем мы, когда начнется начало параллельного матча в серии номер 1. Ох, какой момент, да, на тоненького там практически завели шайбу, которая остановилась на ленточке, но даже если бы она зашла в ворота Митракова, она не была бы защитна, потому что это все было сделано после свистка. И сейчас мы видим ситуацию 3-5 играет Митраков. И большинство у Сидорова. Посмотрим, будет ли открыт счет. 20 секунд у него есть. При игре 5-3. Бержерон за воротами. Выискивает возможность. Вообще не торопится. Сидоров очень успокоит. Вот что значит учитель информатики. Все знает, как работает, где какой скрипт, где как все прописано. Весь код игры изучил. И внимательно смотрит изъяны, где можно найти лазейку. Да, в атаке сейчас учитель информатики из Чебоксар Иван Сидоров. В красной форме, а где же ему еще быть при таком преимуществе на льду? Конечно, нужно идти вперед, но вот сейчас в меньшинстве пошел вперед. Немножко, так сказать, сбегал вперед, проверил, как дела там где-то за горизонтом его ворот соперник, и тут же шайба возвращается в зону Петербурга.
Снова Сидоров в атаке, но уже в равных составах будут играть команды. Даути, у него шайбу перехватил Майерс, который вышел со скамейки, но он тяжелый такой защитник, очень неповоротливый, поэтому убежать 1-0 ему не удалось. А здесь неплохой силовой Кейна встретили так. Я думаю, у Майерса и не было задачи убежать прям 1-0. Его задача была увести шайбу как можно дальше от собственных ворот и там подольше ее проконтролировать. С чем, собственно, Майерс и справился. А вот сейчас мы смотрим очередной вход Петербурга в зону Чебоксар. Ну и что будет сейчас? Передача за ворот. А там Малкин как будто вот ждал, да? Ждал, что вот этот пас пройдет и пошел прессинговать соперника. Правда, ошибку все-таки совершили игроки в красной форме. Исправились. Ну, Азамат, мы пока видим такую тягучую игру, осторожную, никто не рискует, в отличие от того темпа, который показывали Иванов и Труханов. Там прям как будто московский ЦСКА играет. Они бегут без остановки вперед и пытаются друг другу забить намного больше. Здесь как раз тот сценарий, который вы предсказывали. Надежная игра в обороне, минимум своих ошибок и если кто-то бежит вперед, то это Майерс, у которого шансов добраться 1-0 нет, да? Ну, наверное, да, потому что, понимая, как умеют забивать Буре, сколько шайб он забил, а в этом сезоне сыграл около 1500 в режиме, только матчей 1500 в режиме худ. Это вот, если перевести на нормальный язык, да, минимум 5 матчей в сутки. Да, причем большинство из них, 80% из них Сидоров выигрывал. Понимаешь, как он играет в атаке, конечно, тут ни о каких шапкозакидательских настроениях и там в обороне разберемся. Вот так вот, с таким подходом, конечно, играть лучше не начинать. От печки должен плясать Митраков, он это и делает. Посмотрите, сейчас вот обороняется впятером и приходится, и он заставляет соперника, мастеровитого соперника, ограничиваться бросками от синей линии. Вот, собственно, и все, что мы должны знать об этой игре. Ну и параллельно у нас начался полуфинал номер 1, в котором Уфа проигрывает с минимальным счетом 0-1. Давайте переключимся на то, что происходит сейчас на площадке в Уфе. Уфа играет против Магнитогорска. Если наши режиссеры покажут нам... 0 секунд у нас осталось. Подождите, сейчас будет вбрасывание. И... свисточек, да, пожалуйста, 0 секунд оставалось. А интересно, кстати, вот видите, 0 секунд было на табло, и резко появилась единица. EA Sports. It's in a game. Вот так я прокомментирую ваше замечание. Итак, счастливые животные, Funky Animals из Магнитогорска. Как сказать, железный зоопарк, можно так вот говорить? Конечно, можно. Азамат, вам можно все. Город Столеваров, с которыми у нас давнишние дружественные отношения. Магнитогорск делегировался на этот турнир молодое дарование, молодое и могущее дарование, новое поколение гениальных магнитогорских киберхоккеистов. И это Максим Труханов. Вот он сейчас обороняется, он играет командой в красном. Мы играем, мы, уфимцы, болеющие за Кирилла Иванова и его команду Субару, играем в желтом. В общем, наша задача для тех, кто мало что понимает из происходящего здесь, в торговом центре Мега Уфа, болейте, друзья, за желтых, они должны победить. Вот, собственно, и все. Желтые — это Уфа. Карлсон, Хедман, должен быть бросок на месте. Голкипер наших соперников. Идет вперед сейчас Магнитка. Бафлин пытается в зону зайти. Очень высоко, посмотрите, начинает уже после красной линии прессинговать Иванов. До этого момента он вообще ни одного киберхоккеиста вперед не выдвигает. Бросок от Бафлина, но шайба до ворот не доходит. Там очень большой трафик в районе пятака. Иванов уже в атаке. Идет к борту, смотрит, куда можно отдать, а можно и бросить. На второй вираж пошел. Знаете, такой стиль Игоря Волкова. Кружит и ждет момента. Вот сейчас был момент, потому что, вероятно, кое-кто из хоккеистов обороняющих мог закрыть обзор своему голкиперу, но этого не случилось. Да, заблокирован бросок. Там действительно тонкое искусство. Там нужно прочувствовать, выбрать момент для броска, чтобы шайба нашла себе лазейку. Не всегда это случается. Не всегда шайба долетает до ворот. Но если она долетает, то шансы на заброшенную шайбу, конечно же, растут геометрически в сравнении с обычным прямым броском. Хотя и прямые броски здесь тоже проходят. Посмотрите, что творит Магнитогорск, не стесняясь, шмаляет от синей. Ну, вероятно, добиться хотели они там вбрасывания в зоне или отскока хорошего, а здесь в параллельной игре. Митраков.
Митраков открывает счет. Петербург выходит вперед в матче против 1-0! 1-0! Покажите нам картинку из Уфы, пожалуйста. Посмотрите, как реализован выход 1-0. И счет стал 1-0. Труханов пропускает, Иванов забивает. Отличное начало второго матча. Отличное начало, ухмыляется автор заброшенной шайбы. И посмотрите, да, что пришлось сделать. Что вот так вот. Форсберг стайл. Заходит шайба. Кто это был? Кросби? Я отсюда не увидел. Азамат, у вас все в порядке с интершумом в правом ухе? У меня такой вопрос. В правом ухе все нормально, все крутится на пульте. Вот так вот. Если вы хотите, вы можете... Просто после вашей радости и удара по столу у меня резко в правом ухе пропал интершум. Тогда и я это не делается слышу вот игру. так вот. Обычно в Уфе мы поступаем таким образом. На льду Уфа-арены именно с этим пультом подергайте шнуры. Все очень даже просто. 1-0 ведет Уфа. Это середина первого периода. Желтенькие пытались войти в зону, но тут шайба зацепилась за синюю линию. И обратным ходом идет уже атака. Это Магнитка атакует. Все понимают, что нам нужно следить за штангами, из-за которых выезжают хоккеисты Магнитогорска. Все понимают, что в обороне ошибок здесь нам не простят. И снова второй раз подряд. Да, мы спотыкаемся на синей линии. Будет передача прострельная. Да, будет передача, но там хоккеист, который должен был принимать шайбу, находился под плотной опекой двоих хоккеистов уфимской команды. И вот сейчас Уфа будет играть в большинстве. Мы помним, чем закончилось для Труханова большинство в первой встрече. Мы это помним, и мы желаем повторения этого момента. Очень важно вбрасывание. Бержерон от Магнитогорска выходит на точку. Кто добьется успеха? Ну, тут на подборе неплохо сыграли магнитогорцы, а шайба вышла в среднюю зону. Подбор за Уфой. Желтые должны добиться успеха. Даути. Бросок Тарасенко. Нет, блокирован бросок. Между прочим, мне показалось, что это была передача. Тарасенко выкруживает, как ты говоришь, стиль Волкова, да? И... Ну, тут Клюшка сыграл. Бишоп, конечно, очень хорошо. На дистанции выбил шайбу. И едва она не заскочила к нему там в ворота под его щитками. Что? Есть здесь болельщики Уфы. Давайте притопим за желтых. Уфа! Я, кстати, очень надеюсь, что болельщиков будет гораздо больше. Еще раз напомним, что 18:00 здесь состоятся игры финальной серии. И гостем нашей финальной серии станет Никита Сошников. Звездный новичок нашей команды, от которого мы ждем очень многого. Никита Сошников будет комментировать, будет обсуждать, будет раздавать автографы, будет фотографироваться. Ну и будет вручать награды 9-го чемпионата России по компьютерному хоккею по очень простой причине. Хоккейный клуб Салават Юлаев вместе с телекомпанией БСТ и ГУП ТРК Башкортостан РБ, они учредители этого турнира, этого праздника киберхоккея всероссийского масштаба. Ну что ж, пока в большинстве не все Иванова получается так, как в первом матче. Заставляет его немного даже обороняться. Карлсон пытается выйти из зоны. 5 минут до конца первого периода. Пока 1-0 в пользу Уфы. Но мы знаем, что по такому атакующему хоккею ничего еще нельзя предсказать, когда преимущество всего лишь в одну шайбу, тем более после 20 киберхоккейных минут. Интересно сейчас было наблюдать за движениями Бёрнса, которым руководил Кирилл Иванов. Да, вот здесь 2 в 1 практически выход случился после ошибки Кросби. Кросби теряет шайбу, там подставлена Клюшка, очень грамотно в обороне играет и тот, и другой. Не допустить выхода 2 в 1, не допустить поперечной передачи, это очень важно, успевает. Если что, Бишоп успевал сместиться, я за этим следил отдельно. Дюшен делает передачу, первый пас на флангового нападающего, который опять прямо как головой об стенку бьется, об синюю линию, и у нас шайба уходит в зону уфимской команды. Ну, пошли вперед, снова желтенькие. Давай, Уфа, дави, Уфа, стремись, Уфа, Субару. Желтая машина, вперед! Ну и момент! Где шайба? Она Где за воротами. Мы потеряли шайбу за воротами. Мы ведь думали, да, 3 в 1, и кто-нибудь обязательно там ее зацарапает, процарапает, выведет. Магнитка впереди, и снова мы ждем этого финта ушами. Из-за ворот очень хорошо выкатывается. Хват не тот был, чтобы финт ушами Я выполнять. думаю, при любом хвате сейчас Кирилл был готов к этому, для того, чтобы нейтрализовать ситуацию. 1-0 после первого периода в этой встрече. Что, уфимские болельщики, давайте поаплодируем. Посмотрим статистику. По броскам 4-2 в пользу Уфы. По времени в атаке чуть больше на 1 минуту. Наш соперник, и посмотрите качество передач. 87,5% у одного, 87,9% у другого. Да? Играют мастера, и если делают передачу, то в этом матче они делают ее наверняка.
Ну и что смотрим там? Буре РФ снова добивается успеха. Нет, не снова, он сравнивает счет Простите, сравнивает счет и 1-1. 1-1. Ну, если нам все голы показывают, то прямо сейчас счет 1-1. Ну и тут же без промедления начался второй период в матче Уфы против Магнитогорска. По-прежнему желтые — это наши, а по-прежнему красные — это те, кто гнутся да не ломаются. Это сталевары из железного зоопарка, Funky Animals просто, или какие-то Funny Animals. Да. Отличное название. Все-таки за креатив, да, Максиму Труханову надо поставить 5. Funny Animals — это милое, забавное, смешное название, которое яркое и как бы суть, иронию и юмор спортсмена передает. Это безусловно 5. Ну и помимо всего вот этого хорошего чувства юмора и чувства стиля, конечно, у Труханова прекрасное владение предметом, прекрасное катание, чтение игры и полное взаимодействие с компьютерной средой. Со средой вот этой симуляции, посмотрите, да, сколько труда приходится прилагать для того, чтобы отнять у него шайбу в собственной зоне Кириллу Иванову. Между прочим, первому чемпиону Республики Башкортостан. И вот отлично Иванов заходит, будет класс! Нет, не хватило одного движения, да, не успел приложить полностью клюшку, но еще есть шанс для того, чтобы сделать передачу и произвести бросок, да. Ну, давайте как бы оценим эту атаку Иванова. Она дорого стоила очень нашему сопернику, хотя едва... Сам себе Бишоп момент привез, когда отдал передачу от борта за воротами, а потом спас. Вот момент сейчас. Вот момент. И сейчас другой Бишоп. Магнитогорский Бишоп просто вытаскивает команду. Помните, у нас был канадский вратарь в составе Салавата Юлаева? Бен Скривенс и Бен Бишоп. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Иногда Бишоп играет в стиле Скривенса. Вот сейчас уфимский Бишоп точно был после укуса. Опасно! Опасно! Не попадает по шайбе. Не то, что по воротам магнитогорский хоккеист. Счет по-прежнему в пользу Уфы. Уфа идет вперед. Уфа. Заряжай, Уфа. Нет. Не дают прокатиться, да, не дают пространства для флангового нападающего сейчас в этой ситуации защитники Магнитогорска. Перехват в своей зоне делает Иванов. Начинает он атаку. Подключается, в общем, вообще, конечно, Иванов классно играет с защитниками, постоянно он их подключает вперед. И даже когда случается обрез, все равно у него 2 игрока есть сзади на подстраховке. Будет ли здесь 2 минуты? Нет. Я думаю, если мы потом, впоследствии, будем изучать эти матчи по записям, которые, конечно, сохраняются в Твиче, в Ютубе и даже ВКонтакте, прости господи, да, мы можем просто как учебное пособие использовать и четвертьфинал, и полуфинал. А что будет в финале, я просто боюсь предсказать. Отличную игру мы сейчас наблюдаем. Не знаю, как вы, ну вот я все-таки читаю и наслаждаюсь. Для человека более-менее посвященного это, конечно, очень серьезный уровень. Опасно, но здесь частокол защитников и собственных игроков, которые находились перед воротами. Шайба не прошла. И посмотрите, как нож в масло аккуратненько входил в зону Кирилл Иванов и сделал передачу на дальнюю штангу, которая была в итоге перехвачена. Это что, проброс? Нет, проброса. На слайс -5 сегодня, потому что второй раз должен был быть, по-моему, проброс. Но похоже, что там где-то было касание в средней зоне, поэтому пробросы не фиксируются. Их потому что не было. А вот хороший момент. Иванов! Гол! 2-0! Уфа ведет, и это Йонас Хусаинович Донской выводит нашу команду. Укрепляет преимущество нашей команды. Желтый — это Уфа, красный — это Магнитогорск. Ну и финская связочка сработала. Сначала Соломаки въехал в зону, отдал на Карлсона, а потом уже Донской. Так что скандинавы... Раз гуляла по Тверской. Йонас Донской? Как вы хотите продолжить? Меня стукнули доской. Я Причем просто два раза, вы переделаете под Йонаса Донского. Но второй раз стукнул Донской, вы же видите, да. 2-0. 2-0 ведет Уфа. А что у нас там в параллельном матче? Митраков выходит вперед. За неполные 7 минут до конца третьего периода Митраков Петербург ведет, а у нас здесь 2-0. И есть еще хороший шанс.
Бишоп блином отбивает шайбу, пущенную в ближний угол. Но посмотрите, какой прессинг, какой подбор за воротами соперника у Иванова. Блестяще. Надо вот в таком же стиле продолжать, и все будет очень хорошо. 20 секунд до конца второго периода. Аккуратненько нужно, да, уходить в раздевалку нужно с хорошим настроением. Здесь нужно подтерпеть, да, вот здесь можно поддержать. 3 секунды. Лайна, а можно, кстати, успеть бросить. Нужно бросать. Вдруг Бишоп она пройдет. месте. 2-0. Давайте поаплодируем спортсменам. Это хоккей высшего уровня. Это полуфинальная серия 9-го чемпионата России по киберхоккею. Это противостояние Уфы против Магнитогорска. Вот крупным планом сейчас все наши болельщики могут видеть Максима Труханова. Вот, пожалуйста, Кирилл Иванов, член команды Subaru, у которого дела в этой встрече идут хорошо. А я вам так скажу, ту встречу, которую он проиграл со счетом 2-4, я не могу назвать проигранной. Потому что по качеству игры более стабильно, более сильно, мне так показалось. Да, мы в третьем периоде об этом и говорили, да, по счете 4-2. играл Иванов. Ну Но что? будем надеяться, что вот это преимущество он сохранит, а там... В параллельном матче Буре РФ или Иван Сидоров сравнял счет За сколько-то считанные минут. минуты, да. И там, по-моему, очередной овертайм будет. Напомним, что Чебоксары, Иван Сидоров в первом матче своей серии номер 2 для нас полуфинальной. Нет, не будет. Может быть и не будет. Да, потому хотя что еще 4 сейчас, минуты да, до конца. Да, Питер снова выходит вперед. разошлись там киберспортсмены. Да, и верните нас в Уфу, пожалуйста. У нас там вбрасывание будет в зоне Subaru. Сейчас Кросби из Петербурга выводит вперед свою команду. Ну, все понятно, да, в этой ситуации. Все было понятно. И вот посмотрите, давайте вернемся к матчу все-таки Иванова. В первом матче, да, разница в 2 шайбы, и мы напомним, что это были за 2 шайбы. Это были улитки из-за ворот. Сейчас пока ни одной возможности Иванов своему сопернику не дал выехать из-за ворот на пятак, развернуться. И похоже, что это главное оружие Труханова, и пока оно обезврежено. Ну, это пока, да. Дело в том, что я хочу отметить, тут не просто ребятки сидят, кнопочки нажимают, да. Ребятки умеют использовать весь арсенал оружия, который есть в этой игре. Иванов, получив 2 шайбы, просто сказал: этого оружия у тебя, наверное, не будет, да, и вот не успел, видимо, перестроиться немножко Труханов. А вот Иванов, бросок в дальнюю девятку. Бишоп тащит, я не понимаю, Тащит, у него тащит. что за Вот еще один момент, блин? ну! И здесь уже защитник помешал замкнуть передачу на дальней штанге, А да? я думаю, у него магнитный блин, который на леске притягивает каучуковый диск. Как помните, Тарасенко булит бил с помощью лески. Потому что другого объяснения у меня нет, Вот, почему Бишоп вот таких где. позиций не пропускает. Вот где может быть опасно, очень долго, да, держал шайбу на неудобной стороне клюшки один из игроков Магнитогорска. И снова фол в атаке, и это уже нервы магнитогорского юного спортсмена. И мы будем играть в большинстве. Уфа имеет хорошие шансы. Нужно забивать, да. Нужно забивать. Мы же знаем, на этом уровне ребятки свои шансы используют. Как бы хорошо ты не оборонялся, если против тебя играет сенсей, он должен 5 на 4 реализовывать вот так вот хотя бы, а? Снова Бишоп вытаскивает шайбу, и снова шанс у уфимцев, и снова перехват должен быть за нашей командой, но этого не случилось. Контратака в меньшинстве идет Магнитогорск. Смотрите, какой финт. Смотрите, какое владение предметом. И смотрите, какая оборона в конце сработала. Смотрите, да, как все хорошо и спокойно отработал Иванов ищет передачу. Вот так вот растащить, разорвать оборону. Может быть, еще раз попробовать. Нет, сейчас просто до шайбы добраться. Здесь у борта кто победит. Хорошо, Иванов выкатывается. Передача должна быть. С лопаты бросал, а тут Бишоп сам себе чуть не забросил. У меня такое ощущение, что там не с лопаты бросал, там просто не прошел пас. Да? Да, и просто не прожал кнопку, что называется, в ближний угол. Хорошая позиция. Но он должен сломаться, Бишоп. Должен. Под таким градом бросков что-то должно случиться. И должен ошибиться соперник. В полном составе уже Магнитки играет. 8:40 остается до конца третьего периода. Ну а Митраков выигрывает у Ивана Сидорова во втором матче. Счет серии становится 1-1. Петербург против Чебоксара 1-1. И аплодируют наши болельщики. Мы возвращаемся к матчу, где играют Уфа. Желтые — это Уфа. Красные — это Магнитогорск. 2-0 ведут уфимцы. И они сейчас в зоне соперника. Не проходит передача через район Усов. И, к сожалению для нас, вот теперь Уфа впервые в этом матче за 6:46 компьютерного времени до конца третьего периода остается играть в меньшинстве. Иванов взял тайм-аут. Это Иванов? Да, он взял тайм-аут, потому что я увидел... Ну, возможно, он. Хотя у нас же трансляция идет с экрана... Да, у нас трансляция идет с экрана его соперника. А это значит, что перед
двухминутным большинством. Последние какие-то зарисовки будет делать тренерский штаб. Такая анимация у нас появляется. И, возможно, один из последних шансов в этом матче, хотя времени еще абсолютно предостаточно. Посмотрим. К чему это приведет. Но в любом случае накал-то, да, с каждой секундой накал все больше. Да. И вот это... Вот момент! У Труханова Бишев. хороший момент, но Бишоп на месте. Овечкин в одно касание бросал. Иванов грамотно выводит шайбу из зоны. Не стал он сразу же шайбу выбрасывать или отдавать вперед. Подержал, посмотрел, кто откроется. И только потом вывел ее из своей зоны. 50 секунд большинства. Осталось у Труханова передача, но даути. Слушайте, ну столько бросков сегодня Иванов поймал. Просто не Иванов, а Солодухин какой-то. Что, Донской в меньшинстве тащит свою команду вперед и правильно делает, потому что лучше пусть все происходит где-нибудь там. Ну и Опасно! Опасно! закончилось большинство. Остается 4:30 до конца этого периода. Кросби из Уфы. Нет, неточная передача, очень плотно в своей зоне. Сейчас выстраивает оборонительные редуты магнитогорский киберхоккеист. И он рвется в атаку, ему нужно что-то делать. Он проигрывает 2 шайбы, а время тает. Еще 3 минуты неполных остается Донской. Он что, не уходил с площадки? Это он! Гол! Передача! Гол! Ребята, это похороны! Уфа ведет 3-0. Глушаков забил. Что? Вы говорите, это похороны, Глушаков забил? Да какая разница? Уфа впереди. 3-0, и, по-моему, в этом матче все понятно. Да, Сидни Кросби. Труханов расколот. И это хорошо. Команда Subaru Уфа выходит вперед. Посмотрим, как это было. На дальнюю штангу. Отличный гол. Такой рабочий, Прекрасный. хороший и с отличной передачей и броском в одно касание. Ну, просто идеально разыгранная комбинация от Иванова. И посмотрите, да, как грамотно. Он выждал 2 минуты в меньшинстве. Отыграл очень спокойно. Надежно выводил шайбу из своей зоны. Не обострял, но просто ждал момента. И еще через 2 минуты он забросил 3-ю шайбу в этом матче. А сейчас снова идет в атаку. Жиру за воротами. Тут борьба, постоянно у нас борьба, какой высокий темп игры. Во втором матче подряд мы отмечаем. Кучеров. Пару ложных движений. Опасно! Бишоп вытаскивает. А где шайба? Где-то под ним находится шайба. И таково желание Кучерова забить ее, что он сам залазит в ворота. И что, опять в большинстве будут играть наши соперники? Магнитка в большинстве. В принципе, в компьютерном хоккее, да и в реальном хоккее 3 шайбы забросить за последнюю минуту. Это реально. Все мы помним плачевный опыт Салавата Юлаева против Бориса из Астаны. Помните, как мы в выигранном матче сами себе привезли 3-шечку и остались даже без возможности в дополнительном времени поиграть. Надеемся, что сейчас этот опыт будет учтен и он не повторится. Надеемся, что на сухую закончим мы эту игру. Жиру выводит шайбу из зоны. 33 секунды до конца 3-го периода. Офсайд. Отлично! Неполных 33 секунды. И мы хотим услышать уфимских болельщиков. Уфа, вы здесь? Пока все спят. Пока все спят. Ну, все понимают, что все в порядке, что в этой серии счет 1-1, чем бы ни закончился вот этот матч. Каким бы счетом ни закончился, он закончится в пользу нашего хоккеиста. Вы видели, да? Опять финт ушами, на ушах. Нет, Бишоп решил не пропускать и добить морально Труханова. Ну, потому что если ты уйдешь с площадки, не забросив ни одной шайбы... В полуфинале. В полуфинале. Это не где-нибудь, да? Это значит, ну... Что, ты не умеешь, ты не тянешь? Ну, еще и 2 минуты. Не большинство, 4-4. А, 4-4, простите, так, да. Ну, да, но вы даже не подумали, что Иванов играет в меньшинстве. Даже не подумал. Посмотрите, Труханов уже снял очки. В этой игре ему все понятно. Счет серии равный, как и во втором полуфинале. Вот у нас жесть, да, начинается. Зарубы, я думаю, по 6 матчей могут сыграть и те, и другие. А то и по 7. Ну, по такой тенденции. Все может быть. Тут слабаков не осталось в каждой паре. Очень большие мастера, ребята. Но сейчас решает на самом деле тот, кто свежее мыслит, у кого нервы крепче и кто на самом деле болеет за Салават Юлаев. Вот что решает в этой серии. Друзья, по-прежнему с вами Денис Таипов, Азамат Муратов. Это полуфинальные серии до 4 побед 9-го чемпионата России по компьютерному хоккею. У меня к вам просьба, пожалуйста, узнайте, запомните сами, воодушевитесь этим событием и передайте своим родным и близким. 18:00 здесь на финальной серии, которая будет транслироваться в прямом эфире телеканала БСТ, появится звездный нападающий, звездный новичок нашего хоккейного
хоккейного клуба «Салават Юлаев» Никита Сошников. Если вы хотите увидеть его вживую, сфотографироваться, получить его автограф, попробуйте пробраться к нам сюда на хоккейную площадку в ТЦ «Мега Уфа». Мы здесь. «Мега Уфа» — это киберхоккейная мекка всего сообщества киберспортивного России именно в эти дни. Ну что, какую паузу возьмем? 10 минут, людям надо отдохнуть. Я думаю, да, надо побольше, потому что очень интенсивные два матча, напряженные. Вот посмотрите, сразу после финального свистка Иванов сразу так резко вышел просто за пределы киберхоккейной площадки и пошел отдыхать. Я думаю, что нужно всем дух перевести, потому что нервы зашкаливают. Если вы думаете, что люди здесь сидят под джойстику тыкают, то это не так. Огромное напряжение, и мозг плывет, и, как некоторые говорят, уже глаза не видят. Просто я вижу не лед, а белый, полностью белый экран, и там нет ни одного киберхоккеиста. Я могу вам рассказать собственное ощущение. Дело в том, что я участвовал в первый день в групповом этапе этого турнира, соревнований. Я вышел со сцены, где я проводил, по-моему, пару матчей, абсолютно, как будто с реального льда, и как будто я час катался на коньках. Это сверхнапряжение, это очень эмоционально, это попытка контролировать себя изнутри, искать резервы и оставлять возможность творчества в мозге. Ты должен понимать хоккей, как он устроен, и ты должен побеждать в любой ситуации. И сейчас в наших полуфиналах 1-1. Серии, напомню, до 4 побед. Сошников приедет в 18:00. Во сколько приедет Сошников? В 18:00. В 18:00 Никита Сошников сегодня в торговом центре «Мега» на финале 9-го чемпионата России по киберхоккею, который 4-й раз в истории проходит в Уфе. Рекордный раз. Никуда не уходите. Мы здесь ждем всех на полуфинале. Ну а на финале, я думаю, мы ждем полный торговый центр и Никиту Сошникова. Будьте с нами. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется. Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август. Не спеши. Все успеешь с Мегой. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. У тебя серьезный внедорожник. Ты готов к любым препятствиям. Тебя ничто не остановит. Но часто ли ты бываешь в таких дебрях? Разве он так же хорошо управляется? Или настолько динамичен? Или просто хорошо выглядит? Subaru XV. Красота инженерной мысли. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Еще в 1933 году Владимир Котельников предложил и доказал фундаментальную теорему цифровой обработки сигналов. Чтобы сегодня Ольга Николаевна могла увидеть первые шаги внука, несмотря на расстояние. Но ни она, ни большинство людей не понимают, как работают технологии. Да, людям нужны не технологии, а то, что они дают. Поэтому мы не подключаем людей к интернету. Мы даем возможность быть собой. Стать кем-то другим. Окунуться в воспоминания и заглянуть в будущее. Привет, дочурка. Привет. Как дела твои? Мы помогаем людям поддерживать связь друг с другом. С близкими, которые рядом и которые далеко. Мы не просто подключаем телевидение. Мы открываем миры. Мы хотим, чтобы бизнес рос и был уверен в своих возможностях. И делаем все, чтобы каждый предприниматель мог держать офис в своем кармане. Вести дела из любой точки страны и предпринимать на весь мир. Ежедневно мы создаем то, что людям кажется магией, а завтра станет частью их повседневной жизни. Устройте кинопремьеру дома. Запишите ребенка в детский сад. Держите дело под контролем. Будьте на связи с клиентами. Откройте бизнес. Откройте что-то новое. Будьте там, где хочется. И не ставьте границ. Мы работаем, чтобы вы стали ближе к своим желаниям и новым возможностям. Ростелеком. Цифровой доступ к тому, что нужно. Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется. Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август. Не спеши. Все успеешь с Мегой. Возвращаемся, и у нас третий матч полуфинала 9-го чемпионата России по киберхоккею. И мы наблюдаем за матчем Труханова и Иванова. Счет в серии 1-1. Ой-ой-ой. И вот магнитогорский киберхоккеист Максим Труханов открывает счет в этой третьей игре. Счет в серии 1-1. А здесь в отдельно взятом матче 1-0 мы видели, да, как реализовал выход 1-1 с вратарем Максим Труханов. Ну что, поменялись формами команды, да, кто-то в гостевой, кто-то стал в домашний. Команда Уфа Субару теперь в темно-синем таком тихоокеанском цвете. Мы говорим про цвета Сан-Хосе Шаркс. Машины Субару. Вот, кстати, покажите, да, пожалуйста, нас. Машину Субару покажите после того, как мы реализуем этот выход 1-0. Нет, не реализуем. Вот да. такой же практически цвет, как у этих двух машин, на форме у Кирилла Иванова. Кстати, машинки очень фирменные. Он играет за Subaru. Мы их обязательно разыграем в одном из эфиров. Следите за нашими трансляциями. Сейчас мы смотрим за тем, как Бернс будет бросать. Нет, будет делать передачу. А кто подберет? Никто не подобрал. Из хоккеистов уфимской команды никто не смог подобрать шайбу. Полуфинал. Еще раз говорим вам о том и настаиваем. 18 часов. Если не сможете прийти, пожалуйста, смотрите. Наблюдайте в прямом эфире телеканала БСТ. Финальной серии до 2 побед за звание чемпиона
чемпиона России. Заканчивается наше соревнование. Специальным гостем и человеком, который будет вручать золотые награды чемпионом, будет Никита Сошников, наш звездный новичок, на которого мы очень надеемся в этом сезоне. Сошников, я думаю, должен добавить, да, нашей команде вестов по ходу этого чемпионата. Входит в зону Иванов. Неплохо он так снова защитником подключается. По-моему, это Даути. Ну а Максим Труханов играет в тело и пока не пускает своего оппонента. Снова Труханов в чужой зоне. Иванов. Но пока, по-моему, похоже, присматривается Кирилл Иванов. Вот посмотрим, кому 10-минутная пауза пошла на пользу, да? Кто после нее сумел быстрее восстановиться. А здесь выход 1 на 1. Бен Бишоп. И посмотрите, Иванов даже не стал переключаться на вратаря. То есть он был уверен в компьютерном Бенни Бишопе, что он точно отразит. И никакой опасности здесь не будет. Бержерон. Входит в зону, бросок, неплохо. И это хороший бросок, он имел право на жизнь. Это была хорошая возможность. И шайба на закатывайся, закатывайся. Нет, не хочет она этого делать. В параллельном полуфинале, где играет Иван Сидоров, Буре РФ из Чебоксар против Виктора Митракова из Петербурга. Чебоксары повели со счетом 1-0. Ну, как расценить это событие? Кто-то должен был забить, да? Кто-то и забил. В обеих Время аналитики. Да. В обеих сериях счет равный. Вот тут момент 1-1. Вопрос в том, кто последним, да, имеет в своем архиве, в своем послужном списке выигранный матч. У нас в данном случае Уфа лидирует. Нет, мимо ворот. Там неудобный был момент для броска под давлением защитника. Нужно было без обработки отправить шайбу точнёхонько в центр. Какой дриблинг показывает сейчас Труханов. И Магнитка имела хороший шанс, если бы прошла защиту Уфы. Вот сейчас опасно, очень опасно Бишоп отрабатывает. Ну, не без помощи защитников, да. Все-таки сковывали действия атакующего и нападающего защитники Уфы. И вот сейчас обратное движение. И здесь уже Бишоп, играющий за Магнитогорск, фиксирует шайбу. Ну, разозлился Труханов, потому что в прошлом матче, напомним, он не забросил ни одной шайбы для полуфиналиста. Это крах в отдельно взятом матче, в отдельно взятом отрезке. Поэтому с первых минут он побежал активно в атаку и за первые 5 минут сумел отличиться. Правда, потом никто из киберспортсменов пока шайбу в сетку ворот не посылал. 35 секунд до конца первого периода, и Иванов будет играть в большинстве. Фол в атаке, можно сказать. Это уже обычное дело для Труханова. Труханов частенько фалит именно в атаке. Но будет ли это удаление? Да, отложенный штраф реализовать не удалось. 2,9 секунд. Вернется ли в ворота Бен Бишоп, как думаете? Не будет Иванов рисковать и вратаря снимать? Нет. Ну, цена ошибки здесь, конечно, высока. Я думаю... За это время шайба может до ворот долететь. Я не думаю, что она может долететь так, как надо. Да? То есть шансы очень мизерные на это событие. И при минимальном счете в пользу Магнитогорска этот матч прерывается на первый перерыв. Статистика: больше в 3 раза бросали киберхоккеисты Уфы. И больше традиционно на 1 минутку в атаке был Максим Труханов. Я, кстати, поинтересовался в перерыве у Иванова, почему так происходит. Он говорит: да я ему отдаю шайбу, пусть делает, что хочет. Мне что, мешает, что ли, да? И мы видим, сколько контратак, практически 2 в 1, получается именно у Кирилла Иванова, когда он ловко перехватывает шайбу. Вот сейчас... Отличный момент, и он еще не закончился. Бишоп прижимает шайбу, ну и посмотрите, насколько больше. По-моему, даже чуть ли не на 10% процент передач у Иванова выше, да. Но тут такая, знаете, палка о 2 концах. Может, он меньше посудит. Да. Но обратим внимание, что 2 броска, 1 гол, и в киберхоккее это нормально. Главное выжить свою позицию. Там был выход 1 в 0, и его можно было реализовать, а можно было не реализовать. Вот 1 в 0, это считай, что не было бросков совсем. Вот посмотрим, что будет делать Овечкин. Понятно, что Овечкину нужно было место, не время на раскачку, а место на раскачку, и это место его лишили защитники. Тарасенко обратно вот на Овечкина. Бишоп в стиле Доминика Гашика прыгнул и поймал эту шайбу. В стиле Бэтмена, мне показалось. Прыгнул, да, как летучая мышь. Человек-паук за этой шайбой. Ну, смотрите, Иванов-то давит. Я думаю, если он сейчас добьется успеха, все будет понятно. Преимущество-то игровое за Уфой. Уфа, закатись. Закатится. Бишоп не железный. Магнитогорск не железный. Не железный все-таки, да? Конечно, нет.
стальной, но не железный. Да. Я вспоминаю свою фразу, которая почему-то разлетелась там по уфимским болельщикам с помощью соцсетей. Одна из серий с магнитогорским «Металлургом», по-моему, чуть ли не чемпионского года, как там я сказал, что из какого материала сделан дуршлаг, да, давайте что-то там, типа того, давайте дырявить Кошечкина. И в итоге мы эту серию, кстати, выиграли. Сталь, конечно, стальной дуршлаг, хотя сейчас время пластмассовых изделий. Но вот настоящий магнитогорец, по-моему, приехал нам молодой в гости, ни о какой пластмассе, пластической массе, я бы сказал, речь не может идти. Тут действительно сталь, такой напор, характер и железная воля к победе. Непростой соперник. Бросок от синей мы сейчас наблюдали. Да, ну и Труханов неплохо после своего меньшинства действует, активен он в нападении. И вбрасывание будет в зоне Кирилла Иванова. Снова Труханов выигрывает, наносит опасный бросок из круга вбрасывания. И посмотреть, не удается Иванову шайбу из зоны вывести. Труханов хорош в прессинге, за воротами будет финт ушами делать. Нет, ждет, выжидает момент. Я думаю, что после второго виража он на него пойдет. Здесь улитка, но она ни к чему не привела. Бишоп на Майерса. Я думаю, даже не улитка была, а полноценная спинорама. В финальной фазе этого движения шайба могла скользнуть в ворота. И вот сейчас атака уфимцев. Нужна передача, бросок! Не передержал ли? Чуть-чуть, ну как сказать, передержал. У этой атаки был второй и третий темп. Там накатывались хоккеисты в синем, в темно-синем. И что, проброс будет сейчас? Да. Да, проброс, сбрасывание будет в зоне Уфы. По-прежнему 1-0 ведет Магнитогорск. Это очень важная встреча. Кто выйдет вперед в этой серии, я все-таки предлагаю вам болеть за Уфу и не сомневаться в этом. Всего лишь одна шайба преимущества наших соперников. И мы понимаем, да, что ну, две встречи без заброшенных шайб в плей-офф, в полуфинале, ну, ожидать такого было бы просто нереальным. Голы будут, голы обязательно будут. Я думаю, что если прошлые матчи хотя бы с одной стороны получались результативными, как минимум 3 кто-то забрасывал, я думаю, что и здесь может повториться тот же результат. Пока Жиру в атаке, передача нужна, нет, бросок, Бишоп на месте. Все-таки можно было сделать передачу, несмотря на то, что у защитников были там попытки, да, слишком тонко. Нам, ну, мне кажется, слишком тонко сейчас пробовал играть Иванов. Хотел так вот без участия соперника, да, только за счет своего скилла решить вопрос. Не гадая там, перехватит, не перехватит, вот просто вот здесь вот заведу, не заведу. Вот это другой вопрос. Совсем. Иванов потерял шайбу последним защитником, но тут же среагировал и помешал убежать. Но в итоге получилось так, что еще и Труханов передачу вперед отдал, а там никого. И проброс. Интересно, вот если сейчас уставшие хоккеисты проиграют вбрасывание у Труханова, и Иванов начнет их по зоне водить, но этого не случится, потому что Труханов вбрасывание за Клода Жиру выиграл. Овечкин входит в зону и сразу же передача. Бен Бишоп спасает противоход, бросал Иван Проворов. Шайба могла оказаться в воротах, но больше нет этого финта, как вы говорите, ушами. Потому что когда выкатывается на опасную позицию Труханов и читается это движение, он высматривает передачу на дальней штанге. Может быть, пока, путая соперника. Ох, момент какой неприятный. Все-таки проходит передача на дальнюю штангу, и Магнитка повела в этой игре. Оживились пожилые магнитогорские болельщики, которых я сейчас наблюдаю вот в свой бинокль. Что-то оживленно друг другу говорят. У всех красные лица, все веселятся и болеют за своего молодого товарища. Но я точно знаю, что эту радость недолговечна. Но пусть повеселятся. Все-таки приехали люди в Уфу, стараются поддерживать своих, понимают, что обречены, но... Хорошая атака, но тут такой трафик на пятаке был, что на тоненького передача проходила. Но Труханов молодец, потому что своего он добился. Во втором периоде очень неплохо смотрится, это надо признать. Иванов идет в атаку. Входит в зону, бросок нужен! Рядом со штангой, да, после того, как шайба коснулась своего же игрока, шайба пролетела, и это очень обидно. Обидно, когда мешают собственные хоккеисты, да. В этой каше неразберихе обидно, тяжело. Бишоп рискованно, но проходит этот фокус.
Сейчас по флангу пустят. Нет, по флангу не пускали. Пришлось за счет передачи прорываться. Чуть назад пойдет пас. Нет, совсем назад. На Даути. Даути смещается к центру. Идет ближе к воротам. Передача на фланг. Ну хорошо же было, да? Ну как не попасть в эту ситуацию? Овечкин! Еще Александр Овечкин. Город Уфа. 1 минута и 5 секунд до конца второго периода. И казалось нам, что после этой штанги Овечкина, после того, как передача пошла на дальнюю, атака закончена. Но нет, Овечкин как черт из табакерки выскочил. Непонятно откуда взялся на пятаке. И отквитал одну шайбу. Вот посмотрите еще раз перехват Овечкина. Вот там хороший прессинг, да, свободная шайба. Овечкин мимо прокатывался. Тут же надо было принимать решение, что с ним делать. Прессинг в зоне — это всегда хорошо. Перед этим матчем мы встретили тренера Дениса Хлыстова, уже тренера. И вы представляете, что бы было, если бы он сейчас находился на скамейке Труханова, увидел эту передачу через пятак. Все мы знаем характер Дениса Хлыстова, да? Тот человек бы не доехал до скамейки. Он бы просто завершил карьеру, мне кажется. Вот еще один момент, да, сейчас на пятаке просто безобразие позволяет творить на собственном пятаке Труханов, но при этом уходит в контратаку, которая тоже очень опасно будет. И красиво она разыгрывалась с составлением шайбы по синей линии. Закончилось время второго периода. Что? 2-1 ведет Магнитка, но преимущество минимальное. Посмотрим на статистику немножко. Нажмите кто-нибудь R2 по броскам 10-8. Практически равенство. По времени в атаке больше играет Магнитка, но это игровой почерк. Снизилось время, снизилась точность передач по выигранным выбрасываниям. 9-5 впереди Магнитогорск. О чем это говорит? Да ни о чем это не говорит, кроме того, что нужно забивать Уфе еще одну шайбу. И ждать дальше своих моментов. Конечно. Вот, знаешь, мне все-таки кажется, фраза «ждать дальше своих моментов» это больше к магнитогорскому киберхоккеисту относится, потому что моменты сейчас создаются. И создаются именно Ивановым. Тяжелее это, проще ли? Ну, тут так бабка надвое сказала. Это всегда вопрос личных пристрастий. Сейчас Макдэвид пытался оставить шайбу своему партнеру, а в шайбу подхватил кто-то из уфимцев. Вот здесь пас должен быть. И, к сожалению, не проходит эта передача. Ах, как жаль. Ну, неточный пас в средней зоне. И снова Уфа в зоне соперника. Овечкин! Ганбиша блином спасает. Но как такие не заходят? Жестами показывает Азамат Муратов мне. Он по-прежнему молчит, он просто шокирован, потому что счет не сравнялся. Бержерон в атаке. Опасно. Нельзя за спину пропускать Бержерона. Вот с этой позиции он в итоге дождался подкрепления. Бросок заблокирован от синей линии. Бержерон подхватывает за воротами. Держать и удается, да? Вот, собственно, и вся атака Магнитогорска. Свершилось то, что должно было свершиться. Вот такие, то, что называется, огрызнуться действия проходят. А где подбор? Подбор нет. Подбор за хозяевами половины поля. И Магнитка уже в зоне уфимцев. Иванов в подборе. Возле борта. Надо выводить шайбу из своей зоны. Неплохо коньком. Так пяточкой в стиле дзюбы назад отдавал. Еще раз вам расскажем о том, друзья, что это полуфинальная серия до 4 побед, в которой встречаются Кирилл Иванов из Уфы и Максим Труханов из Магнитогорска. И мы сейчас по ходу серии наблюдаем за равенством 1-1. А в этом матче Магнитогорск ведет. Но игровое преимущество я все-таки настаиваю. Да, можно, конечно, там вести статистику, пытаться разобраться. Первый финт ушами. Первая попытка финта ушами. Неудачная в этой встрече. Даути. Иванов идет в зону соперника. 10 минут и 30 секунд до конца третьего периода. Очень хорошо, да. Вот прессинг опять сработал за Иванова. Даути. Бросай! Не повезло с точностью. Ворота ну, с точностью броска сейчас не повезло. В следующий раз повезет. Вот помяни мое слово, в следующий раз при подобном броске она залетит. Потому что игра не может постоянно помогать одному и тому же сопернику в одной и той же ситуации. Кто взял паузу? Мне интересно. Да какая, собственно, разница? По-моему, передышка нужна была всем. А вот тут у меня такой вопрос. По-моему, тайм-аут прямо сейчас, после проброса, уже в НХЛ 19 брать нельзя. Слушайте, я не вспомню сейчас таких тонкостей. Ну, можно. Видим, что можно. Видим, что можно. И чей тренер там разглагольствует? Вот нам показывали тренера команды Субару, но вот, по-моему, обороняющаяся команда, то есть, которая сделала проброс, уже нельзя брать. Но это надо уточнить, и это не совсем важно прямо сейчас, потому что самое важное происходит на льду. Счет 2-1 пока в пользу Труханова, но Иванов по-прежнему с каждой сменой нагнетает у чужих ворот.
Труханов за воротами. Да, Труханов за воротами, он будет пытаться это выполнять как можно дольше, он будет искать позицию для броска, для своего финта ушами, но, по крайней мере, да, не пошло, но полминуты-то украл. Вот где-то там за воротами, угрожая. Момент, нужна передача! Передача нужна была! Жиру, вот она передача, но уже не с той позиции. Там уже, да, там уже сидел на нашем хоккеисте соперник. Вот Жиру! Гол! 2-2! 2-2! Уфа сравнивает счет, и мы радуемся все вместе этому успеху Кирилла Иванова. Там, где не прошла передача в ситуации, когда она проходила на пустой угол, было принято решение обыграть вратаря с острого угла. Да, это правильное решение, но мы видели 3 попытки, 2 попытки для этого, и они не проходили. И в этот раз не получилось. Но зато впоследствии, подобрав шайбу, Иванов сделал то, что он должен был сделать. Слушайте, Азамат, а вот 2 интересных гола Иванова. Мы с вами-то думали и в первой шайбе, и во второй, что уже эпизод заигран, надо было сделать чуть по-другому, но тут же Иванов подбирает шайбу и забивает. Это прессинг и давление. Давить на соперника постоянно в его же зоне, подбирать шайбу после своих неудачных атак. Доминировать и унижать, вот как это называется. Это то, что должно сломать магнитогорского соперника, пусть он и не ломается. Да, не просто, я думаю, сейчас Труханов, но, правда, сейчас он в атаке, передача на дальнюю штангу, но в последний момент Иванов вытаскивает клюшку и помешал он броску. А вот за воротами опять Труханов, опять финт с ушами, но эти фишки уже не проходят. Держать нужно, держать и получается держать. Ну что может делать Труханов сейчас? Опять побольше играть за воротами. Они об этом говорили, я вам честно скажу, я даже снял на камеру этот знаменательный эпизод, который войдет во все на хрестоматии чемпионатов России и всероссийских турниров. Миша Золин из города Тверь. Хороший, в общем-то, парень. Золотой, мог бы быть счастлив, но зачем-то консультирует магнитогорца для того, чтобы тот, по его мнению, выиграл Уфу. Не бывает. Бросок Овечкина ни в одно касание с кистей, и совсем чуть-чуть не хватило для победы. У нас Буре РФ выигрывает в 3-м матче. С минимальным счетом, да, и ведет серии 2-1. Возвращаемся к матчу полуфинала, где играет Уфа. Момент! За кем будет подбор? Это очень важно. Важно, но самое важное, что в какой-то момент подбор остался за Трухановым, но Иванов сумел помешать и возле борта выиграть время, чтобы остальные игроки оттянулись назад в оборону. Хэмилтон помешать. И он это делает. Но подбор снова за магнитогорским игроком. Передача на Клинберга назад. Бросок. Закрывается зона и снова броском от синей линии доставляется туда, в район пятачка. Опасно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! 23 секунды. Но в реальном хоккее могли бы взять паузу, потому что такое ощущение, что высоко поднятой клюшкой сыграл Холл, когда принимал шайбу. Но 23 секунды для Кирилла Иванова по этому матчу еще не ясно. Еще можно продолжать борьбу. Потому что он-то добрую часть матча-то давит. Да. Мы нисколько не сомневаемся в том, что все возможно и все можно сделать. Но неприятно, что Овечкин Магнитогорский в этом матче делает дубль, насколько я понимаю, да? 23 секунды. Овечкин дубль, да. Холл и Манта сделали передачи. Овечкин, но это все детали, которые никому не интересуют. Уфа в зоне. Зацепиться нет, не получается. У Бортового шайбу отняли у уфимцев. Здесь есть время на контратаке. Давай, Лайне, давай, тяни. Тащи шайбу туда, тащи. Передача будет? Нет. Нет, Лайне сам бросит, это будет гол! Гол! 4 секунды 6 десятых! 3-3! Уфа! Улыбается Максим Труханов. Он понимает, что в этой игре у него больше нет ни единого шанса. Он сказал, что он стальной, но железный характер у нас, у башкирских киберхоккеистов. Гол потрясающий. Лайне, его показатель точности броска 86. Один из самых высоких возможных в этой версии, по которой мы играем чемпионат России. Поэтому Лайне в такие моменты, на последних секундах, с его броском незаменим. Как хорошо, что было принято решение именно им. Что мы увидим овертайм? Огненный овертайм мы сейчас увидим. Сейчас мы увидим игру 3-3. Это совсем другой хоккей. Как составлены тройки игры у хоккеистов. Это очень интересно. Смотрим на статистику. Да? 10 минут в атаке Магнитогорск, 7 минут в атаке Уфа. По
количеству передач, по качеству передач совсем не блестящие цифры, но мы обратим опять же ваше внимание, что передачи делаются в режиме, когда очень плотно работает оборона. И по броскам можно сказать, что это равенство, по голам это равенство, но по психологическому преимуществу, да, не сломавшаяся Уфа сейчас лидирует. Но будем надеяться, что у команды Subaru Уфа все получится. Хедман идет вперед. Опять же защитник. Он последний там сзади и больше никого. Ну, здесь хоккей такой. Здесь много свободных зон. Будут вот такие передачи, и будут вот такие приемы, и вот такие броски, кстати, тоже будут. Так, да? выскакивает опасно после рикошета от Бишопа. Хедман. Будет ли бросать, а? Нет, бросать Маккинон. не будет. Подбор нужен. Нужен подбор, и подбор классный случился. Иванов сыграл. Он просто Отличный поднял подбор, клюшку. бросок. Блином Бишоп отбивает. Магнитогорск сейчас дрожит. Магнитогорск в огне. Они сейчас избежали поражения в этой встрече, потому что Бишоп, компьютерный Бишоп, их вратарь спас от поражения. 5 минут огнища, 5 минут адовая смесь хоккея, киберхоккея, стальных нервов, характера и удачи. Просто кому-то может повести, просто повести кому-то можно. На смене поймали, отбил вратарь Уфы эту шайбу, и сейчас подбор Лайне, герой этого матча, уже сравнявший счет за 7 неполных секунд до конца, идет вперед, делает передачу назад на Хедмана, не точно. На скамейку он пытался побежать, он менялся, компьютерный бот. И поэтому он не совсем сообразил, пришлось ему вернуться и дальше доигрывать смену. Лайне идет вперед. Даже в случае игры 3 на 3, да, вот так плотно сейчас, так плотно играют хоккеисты, не дают пересечь синюю линию. Будет обратная передача. Будет обратная передача. Но Бишоп против этого гола. Ну давайте контратаку. Теперь у нас есть время и место для того, чтобы перетащить шайбу в зону соперника, придумать что-нибудь там, кто ловчее, кто умнее, кто лучше бросит, кто сделает лучший пас, кто увидит лучшую возможность, тот и победит. Посмотрите, с помощью внешнего обода ворот сейчас. Бёрнс. Отлично. Бёрнс выходил на блестящую позицию для броска. Повторить. С этой позиции можно забивать. Мы видели миллионы шайб, забитых с этой позиции. Дюшейн отрезал. Дюшейн, бросок! Лайне! Бишопы что творят? Бишопы творят что-то невозможное, но шайба остается в зоне Магнитогорска. Уфа контролирует ситуацию, насколько это возможно удержать в зоне соперника. Шайбу не удалось, и это офсайд. Возвращается шайба в игру только после вбрасывания. По такой ситуации, мне кажется, даже офсайд плюс для Иванова, потому что его могли обрезать. Там совсем все горело, все полыхало, и осталось-то играть всего ничего. 33 секунды. Болейте за Уфу, болейте за Уфу. Уфа этого достойна. Ну и что сейчас будет? Что сейчас? Ну, приходится делать и такие передачи тоже в самой непонятной ситуации. Это работает, да? Самое главное, что контроль за шайбой остался у нас, и мы сейчас доминируем. Это мы придумываем, что делать. Это соперник пытается угадать. Не удалось использоваться ребаунд от голкипера. Не удалось. Но можно выйти на позицию для броска. Пусть и не в той руке, немножко клюшка. А теперь подбор снова за Уфой. Аккуратней, 3 секунды. И серия буллитов сейчас будет решать судьбу этого матча. 1-1. 1-1 в противостоянии по количеству матчей между Уфой и Магнитогорском. 1-1. И кто сейчас получится преимущество, кто победит, будет решаться благодаря тому, кто будет более удачлив и мастеровит в серии штрафных, как мы говорим, бросков. Напомню вам, голкипером управляет непосредственно игрок. Да. А мы знаем, как пробивает буллиты этот соперник. Он их кладет низом. Обратите внимание, он их заводит низом. Ну, все понимают, на что вы намекаете. Здесь Иванов. Да, преимущество сейчас у Магнитогорска 1-0 после первой серии. А здесь Бен Бишоп. Вот я же говорю, Кирилл Иванов. вы обратили внимание, да, опять низом шайба посылается. Смотрим. Нет, пока не по-прежнему после 2 бросков от каждой команды преимущество за Магнитогорском. И бросок низа. Да, бросок низа. 2-0. 2-0, и эта встреча закончилась в пользу магнитогорской команды. Ну что, не в чем упрекнуть Иванова. Да, но буллит — это магнитская тема. Помните, когда даже Лига Чемпионов была в далеком-далеком 2009 году, там тоже Магнитогорск не по игре, но в серии буллитов победил у Салавата Юлаева. Я вам расскажу про эту серию, я ее комментировал. А нет, я ее наблюдал в матче. Мы вели в этой игре со счетом чуть ли не 4-0. И в итоге уступили. Это было на Уфа-арене в полуфинале Евролиги. Мы же выиграли, по-моему, первый матч 4-1, а там проигрывали 1-0 дома.
Мы вели в этой игре с приличным счетом по итогам 2 периодов. И Да. И ушли в оборону в третьем периоде, это было очень горестно наблюдать, и там Магнитка победила. Но сейчас мы говорим не об этом. Сейчас мы говорим о том, что огнище, доминировал опять, я все-таки настаиваю, Иванов. Первая шайба, заброшенная Трухановым, очень быстрая шайба, конечно, сыграла свою роль, но я повторяюсь, если Иванов продолжит играть в том же стиле, в том числе доминируя в дополнительное время и проявив характер, сравняв счет за 6 секунд до конца, я думаю, что все будет в порядке. По крайней мере, я на это надеюсь. Вот таков мой вердикт. Какие мнения у тебя, Денис? Я думаю тоже, что Иванов победил. И вообще Труханову, опять же, я к нему с большим уважением отношусь, но повезло, что он нашел дублик. Ну, везет с сильнейшим, что да, здесь в этом матче сильнее был Труханов. На тоненького, на малость такую, да, на одно точное движение, но все-таки повезло. И у нас есть статистика плей-офф, мы знаем, что Иванов точно проигрывает 2 матча. То есть он 2 серии выиграл, 1/8, 1/4 со счетом 4-2, 4-2, поэтому... Для него это обычная ситуация. Ничего необычного нет. И он, по-моему, в 1/8 также проигрывал 1-2 в серии, но потом выиграл 3 матча подряд. Я думаю, что мы сейчас прервемся. Я просто напомню, как Иванов попал в полуфинал. У него была, я настаиваю, самая сложная дорога. По дороге в полуфинал он переиграл всем известного Заву, он же Александр Завгородний из Петербурга. Он переиграл человека, про которого говорили, что его невозможно переиграть. Это Джойст из Свердловской области, Станислав Антонов. Обоих соперников он прошел со счетом 4-2. И вот сейчас перед ним соперник из Магнитогорска. Да, хороший, да, сильный. Ну почему непроходимый-то? Оставайтесь с нами и помните о том, что Никита Сошников будет здесь в ТЦ Мега 18:00. У нас финальная серия. А я вот за кадром сейчас пойду бить... Азамат, я буду вас держать. Бить баклуши. Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется. Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август. Не спеши. Все успеешь с Мегой. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. У тебя серьезный внедорожник. Ты готов к любым препятствиям. Тебя ничто не остановит. Но часто ли ты бываешь в таких дебрях? Разве он так же хорошо управляется? Или настолько динамичен? Или просто хорошо выглядит? Subaru XV. Красота инженерной мысли.
Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Еще в 1933 году Владимир Котельников предложил и доказал фундаментальную теорему цифровой обработки сигналов. Чтобы сегодня Ольга Николаевна могла увидеть первые шаги внука, несмотря на расстояние. Но ни она, ни большинство людей не понимают, как работают технологии. Да, людям нужны не технологии, а то, что они дают. Поэтому мы не подключаем людей к интернету. Мы даем возможность быть собой. Стать кем-то другим. Окунуться в воспоминания и заглянуть в будущее. Привет, дочурка. Привет. Как дела твои? Мы помогаем людям поддерживать связь друг с другом. С близкими, которые рядом и которые далеко. Мы не просто подключаем телевидение. Мы открываем миры. Мы хотим, чтобы бизнес рос и был уверен в своих возможностях. И делаем все, чтобы каждый предприниматель мог держать офис в своем кармане. Вести дела из любой точки страны и предпринимать на весь мир. Ежедневно мы создаем то, что людям кажется магией, а завтра станет частью их повседневной жизни. Устройте кинопремьеру дома. Запишите ребенка в детский сад. Держите дело под контролем. Будьте на связи с клиентами. Откройте бизнес. Откройте что-то новое. Будьте там, где хочется. И не ставьте границ. Мы работаем, чтобы вы стали ближе к своим желаниям и новым возможностям. Ростелеком. Цифровой доступ к тому, что нужно.
Еще раз доброго хоккейного, уважаемые друзья. 9-й чемпионат России по компьютерному хоккею подходит к своему финалу. У нас, кстати, до финала, который начнется в 18:00, есть еще время. Поэтому 4 киберхоккеиста в полуфинальных сериях до 4 побед выясняют, а кто из них достоин в этом самом финале оказаться. Кто из них достоин получить золотую медаль чемпиона России по киберхоккею из рук новичка ХК Салават Юлаев Никиты Сошникова. Отличный нападающий, да? Он насколько это серьезным приобретением видишь ты, как спортивный журналист, Денис? Но я вижу это приобретение сильным. Есть, конечно, факторы, которых я тоже боюсь, потому что, все-таки 2-3 сотрясения головного мозга за год. Ой-ой-ой, Нет, не говорите мне об этом. Хорошо, но есть у Сошникова сильные качества. Первое, он умеет хорошо обороняться, и он умеет атаковать. Это универсал, который способен пролезть на пятак, продавить из любой позиции, у которого есть бросок, потому что с уходом Антона Бурдасова у нас нет человека с таким сильным броском. И вот Сошников и Маннин раньше, а Маннин еще и в прошлом сезоне славились своим броском, поэтому я думаю, что Сошников будет одним из главных российских хоккеистов в новом сезоне Салавата Юлаева. В этом нет никаких сомнений, но и на него делается большая ставка. Человек приехал играть во второе звено, он приехал заменить Бурдасова или Ткачева. Человек хочет перезагрузить свою карьеру. И Уфа — это лучший город для подобных вещей. Все мы знаем такие прекрасные истории. Да, тот же Николай Прохоркин, который в этом году будет играть в Лос-Анджелесе, он же тоже приехал. Его списали в ЦСКА, а он приехал к великому, ужасному и могучему тренеру Игорю Захаркину. И нашел-таки себя. И где он сейчас? Ну, в общем-то, мы сейчас с вами под эти чемпион. разговоры, да, говорим о том, что Сошников будет в 18:00. Ой, аккумулятор у кого-то будет разряжен, но это к делу не относится. Не проверили заточку коньков, да? У Магнитогорского У Максима Труханова на разряженном геймпаде. Интересно, сможет ли он показать класс. Да, вот такая журналистская тема. Понятно, что на качестве игры это никак не сказывается. Но мы просим сейчас наших уважаемых судей и технических специалистов на всякий случай поднести шнурок и проверить, есть ли шнурок для зарядки геймпада на рабочем игровом месте у нашего магнитогорского гостя. Обратил я на одну деталь. Если вы посмотрите на сцену, то Кирилл Иванов уже четвертый матч будет впервые проводить в наушниках. То есть он надел стильные белые наушники и сейчас слышит только интершум, то есть то, что происходит на льду, чтобы не отвлекаться и полностью погрузиться в игровой процесс. Поверьте, это важная такая деталь в плане концентрации. Да, попытки бросать по воротам уфимской команды не увенчались успехом. Дважды броски были заблокированы, а вот сейчас, и не проходит, да, доставка шайбы за ворота, за спину вратаря с неудобной руки. По-прежнему Иванов в атаке. Посмотрите, каждое его движение может превратиться в голевое, как блестяще. Над ним игроком объезжает Маккинон. А здесь встречняк. Здесь встречный поезд просто сносит Маккинона, который играет за уфимскую команду. И в зоне юлаевцев магнитогорцы ждут подкрепления. Прострельная такая передача силовая получилась. Конечно же, это был бросок по воротам. И на подборе Магнитка. Это опасно. Следим за дальней штангой, следим за пространством за воротами. Очень любят в этом пространстве за воротами, как Лину Сумрак, играть представитель магнитогорской школы. И смотрите, второй подбор за ним, и это чревато. С другой стороны, мы помним выражение Иванова: я отдаю ему шайбу, пусть делает, что хочет. Я его все равно подловлю, и он все равно ошибется. Нет броска, да? Ну, Азамат, мы привыкли к тому, что жители Магнитогорска получают удовольствие от игры уфимских хоккеистов, и они очень сильно нравятся, особенно такие мастера, как Лина Сумрак, с завистью посматривают и думают, когда же и к нам доедут. Да, очень уверенно владеет шайбой в зоне уфимцев магнитогорский хоккеист. Но перехват все-таки, сколько ниточки не виться, да, клубочек все равно заканчивается, кончик ниточки находится. И вот, пожалуйста, мы уже в зоне Магнитки. Надолго ли и опасно ли это будет, за кем будет подбор? Здесь очень неожиданно Кросби потерял шайбу. Хорошо, что не получилось опасного выхода 1-0. Но 1-2-то, да, и здесь могла пройти передача, которая в итоге не получилась. И уже юлаевцы, так сказать, субаровцы, уфимцы идут вперед. Нет, все проходы в зону закрыты, по крайней мере, те, что считаются хотя бы гипотетически такими, зачетными. Поэтому был смысл подержать шайбу в средней зоне.
И борьба за шайбу в средней зоне продолжается с переменным успехом. В итоге уфимцы в зоне соперника. Это не значит, что мы вот так вот широко, хорошо и роскошно, удобно выйдем на позицию для броска. Да, этого не получилось. Без броска прошла атака. Магнитогорск, будет передача. Вот опять же, да, было опасно, но броска не случилось. Кто тому виной? И опекающий передающего, и тот, кто опекал принимающего шайбу. Защитники, их работа тоже очень хорошо видна была сейчас. Труханов идет в атаку, передача на Клинберга, подключение защитника. Очень большой трафик в метроке, посмотрите, 3 человека прямо перед воротами, и куда-то там отдать передачу, просунуть ее просто нереально. Я не владею статистическими данными и не могу, честно, вам сказать с цифрами на руках и так-то жестко утверждать, но у меня такое ощущение, что поактивнее стал играть Труханов. И что тому виной, да, какая-то перестройка игры, переосмысление игры при счете 2-1, либо это более аккуратная и менее залихватская игра нашего игрока. Вот такой вопрос. Посмотрите, что сейчас будет. А будет передача, которая перехватывается. Да, до Овечкина шайба не дошла. Заканчивается у нас первый период. Труханов в атаке. Есть момент, но Иванов хорошо действует в обороне. А здесь Бишоп опрометчиво, мне кажется, на последних секундах отдавал шайбу. И это риск, который в итоге не оправдался. А я бы с вами поспорил, мне кажется, Иванов понимал, что все-таки не успеет. Что уже 200 секунды киберспортивного времени не успеет. Вы видели, сколько опасных атак было? Вы видели? Да. А сказать вам, сколько было бросков? По нашим воротам 1, по воротам Магнитогорска было всего 3 броска. Еще раз, в темно-синей, вот так вот назовем, в бирюзовой, темно-бирюзовой форме играют сейчас хоккеисты под управлением уфимского мастера киберхоккея. Бело-оранжевая форма — это Магнитогорск. Бержерон тут подбирал шайбу в опасной близи у наших ворот. Финт ушами не проходит, но зато в большинстве будет сейчас играть Магнитка. Насколько это опасно, я, честно говоря, уже подзабыл, да? Зонтиком будет играть в Магнитогорске большинство разыгрываться. Все знают, как строится зонтик. Но для того, чтобы его разыграть, это большинство, хочешь зонтиком, хочешь тапочком, хочешь чемоданом, нужно выиграть шайбу и перейти в позиционную атаку. Этого не случилось. Уфимцы шайбу контролируют, и контратака тут вырисовывается под силовой прием. На синей линии попадает кто-то из хоккеистов под управлением Иванова. И вот уже посмотрим, как будет строиться и будет ли строиться зонтик. Магнитогорский железный зонт. Да, вот представляете, вот такой эпитет у меня родился. Опасно, 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 опасно! Бросок-то не получился. Заблокирован был бросок. Тут очень важно своему голкиперу не мешать. Выкруживают позицию для броска магнитогорская команда. Тяжело, горячо, но справляться с этим можно. Перехват за уфимцами. Какой жесткий прессинг, да. И посмотрите, все-таки Труханов так всем своим видом показал, что будет бороться за каждый дюйм. Помните, это расхожий ролик, который лепят куда ни лень все любители всех игровых видов спорта. И вот сейчас Труханов в полном соответствии с этим утверждением, этим гимном выцарапал шайбу в нашей зоне, но в итоге атака идет. Кучеров! Кучеров! Иванов! Иванов! Уфа Субару! Уфа Субару! Даем драйв, раскачиваем, бит. Вау, как это хорошо! 1-0. Кирилл Иванов в матче под номером 4 выходит вперед. И у нас, знаете, так интересно получается. Вроде бы прошлую игру доминировал Иванов. Все он контролировал, но проиграл по буллитам. Сейчас мы понимаем, что активнее себя ведет Труханов, но счет в пользу Иванова на данный момент, но на данную секунду. Вы видели, как это было на повторе, да, бросок Иванова так вот в пространстве, так вот с дальнего пятака не скажешь, что в пространстве уже вот со средней дистанции, прямо перед воротами. И знаете, как говорится у нас в Уфе? Прям по башке попал обороняющемуся хоккеисту, и от этой самой, извините за выражение, башки шайба влетает за спину Бишопа, который охраняет ворота. Башка — это уменьшительно-ласкательное слово. По-башкирски баш — это же голова. А К — это уменьшительно-ласкательный у нас суффикс такой. Снег башка попадет, не ходи туда, гражданины. Уроки русско-башкирского языка. Вот еще момент! Да, ловушкой вытаскивает эту шайбу Бишоп.
Моментище. Ну и так вот, наблюдая за перипетиями этого матча, мы совсем забыли, а что творится там в матче чебоксарского хоккеиста против Как вовремя вы Петербурга. вспоминаете, Комментатор Азамат. сглазил, и там Петербург вышел вперед. Все, спасибо, 1-0 ведет Виктор И Митраков. Стивен Стемкос забивает, мы даже можем сказать. Стемкос молодец. Повтора нам не надо, нас верните, пожалуйста. В большинстве мы поняли, Стемкос там забил. Что Буре РФ тоже, Сидоров тоже иногда удаляется. Не поверю ни за что. Макдэвид, да, бросить не смог, потерял шайбу, но тут же и вернул под свой контроль и сделал опаснейшую передачу. Там Жиру, конечно, был под опекой, но у него были шансы. Были шансы замкнуть этот пас. Майерс на Овечкина. Иванов начинает атаку. Очень хорошо проходит по борту и не смог сделать передачу. Там открывался у пустого угла кто-то из его партнеров. Сейчас успевают откатиться в оборону уфимские хоккеисты. Но всегда все опасно и очень хорошо, что сейчас над лежащим Бишопом не пролетела шайба, потому что просто не попал по шайбе кто-то из нападающих в этой роскошной ситуации. И уже Уфа в атаке в зоне Магнитки. Ах, как хорошо, это то, что было нужно сейчас. Кирилл Иванов забивает вторую шайбу. Ну, нужно добивать Магнитогорск. Где вот эти люди с красными лицами, которые за команду Столиваров болели? Почему я их не вижу? Куда они попрятались все в той ситуации, когда Магнитка не может забросить ни единой шайбы? Ха-ха-ха, какая ирония, какой сарказм, могут подумать многие. Но поверьте, друзья, мы над своими друзьями можем улыбаться, сколько нам заблагорассудится. А здесь опасный момент может получиться, но Карлсон, посмотрите, как ногами добавил и сумел догнать Кучерова, и сейчас он его от шайбы даже оттеснил. Продолжается дуэль двух киберхоккеистов, но Карлсон победителем из нее выходит. Тут очень важно, да, не дать развернуть контратаку. Так завяз в средней зоне сейчас магнитогорский киберхоккеист. И это очень хорошо. Быстрые контратаки не получается, но его это не пугает. Он все-таки продолжает активные действия и пытается просочиться в нашу зону. А вот уже хороший ответ по флангу. По флангу прорыв Иванова. Что он будет делать? Ему нужно сделать передачу. А кому сделать передачу, пока непонятно. Там смена защитника происходит. Все-таки успевает удержать шайбу. И сам идет за ворота. Бросок! Гол! Вот это классика, вот это комбинация, вот это терпение, вот это видение игры. Иванов, Субару 3-0 ведет Уфа. Я бы хотел посмотреть статистику по броскам, если я не ошибаюсь, то в первом периоде Иванов 3 броска нанес. А сколько в этом? Мне кажется, все те же 3 броска. Может Только быть. счет уже стал 3-0. Вот я с этого момента буду специально считать, будут ли броски, ставить палочки на своем блокнотике. И мы потом посмотрим, какой процент отраженных бросков у магнитогорского Бена Бишопа. Ничего сверхъестественно, казалось бы, не сделал Кирилл Иванов. Просто сделал то, что надо, с нужным, должным уровнем качества. И этого хватило для того, чтобы шайбу, долго державший Маккинон, передал ее партнеру, и тот не промахнулся. 3-0 за 2 минуты до конца второго периода. Это еще не приговор по киберхоккейным меркам. Такое преимущество еще не считается фатальным. Но заявка-то хороша. Заявка. Да. Какой отбор классный Кросби сделал. Посмотрите, в последний момент шайбу с крюка снял. И едва не завез ворота магнитогорцев. Сейчас прям на пятаке ворот кто-то из нападающих Уфы. Снова атака у магнитогорцев. Бёрнс за воротами, но будет он сейчас пытаться максимально минимизировать шансы своего соперника. В атаке закончился второй период, и я жду статистику, чтобы посмотреть. Давайте, покажите нам статистику. 5 бросков, пожалуйста. 3 гола. 5 бросков, 3 гола. Во втором периоде блестяще. И причем, можно сказать, что после 3 из 4 залетело. 3 из 4 в самом начале, вот после третьего гола. Третий гол стал 4-м броском по воротам Труханова. Ну, это мастерство. Это мастерство. Можно бежать, вбрасывать, как в реальном хоккее, долбить изо всех позиций по воротам, но это результата не принесет. Все решают вот какие-то доли секунды и мастерство игроков. Я, кстати, вот хотел сказать, наверняка многие посетители вообще могут впервые столкнуться с киберхоккеем и думают, что здесь, ну,
все решает ловкость рук, да, и, как говорят классики, никакого мошенничества, но вы даже не представляете, что во время игры в эти секунды происходит в головах киберхоккеистов. Они, знаете, как роботы, мне кажется, стратегии вот так вот просчитывают, цифры, Нет, так это просто навыки, которые в некотором случае доведены до автоматизма, как мы видели финт ушами в исполнении магнитогорского спортсмена, да, и это открытое творчество, и очень важно в компьютерном спорте, и особенно в хоккее, умело взаимодействовать с игровой средой, то есть с компьютерной моделью игры, и ее настроить и использовать ее в своих целях. Кто лучше взаимодействует с этой самой игровой средой, тот на самом деле, кто находит с ней общий язык, тот на самом деле и имеет преимущество. Конечно же важна скорость реакции, конечно же важны и другие физические данные, такие как выносливость и прежде всего эмоциональная выносливость, но при этом ты настоящий творец, и ты должен творить игру вместе с компьютерной средой одновременно. Бишоп сейчас просто спасает магнитку. Смотрите на лицо Иванова, он уже смеется. Он не понимает, как шайба не заходит в ворота в таких ситуациях. Ну а мы с вами понимаем, да, что сейчас еще шансы у Магнитогорска есть, но если бы вылетела 4-я шайба, это можно было уже, знаете, говорить смело о том, что и вновь, да, Бишоп спасает. Что такое? Что случилось? Можно было говорить о том, что однозначно Уфа сравнивает счет в этой серии до 4 побед. Но пока мы этого заявлять не можем. 10 минут с небольшим еще до конца 3-го периода. Труханов в атаке, за воротами. Ищет он обострение. Наверное, пойдет передача на дальний пятак, но нет. Бафлин на второй вираж идет. И похоже, что на третий тоже будет заходить за ворота. Так терпеливо, да, выкруживает, ищет свою возможность нападающий хоккеист, но в итоге не находит. Азамат, как у нас интересные дела в параллельном матче? Вот так вот, если быстренько на него взглянуть. Честно говоря, я даже забыл, Да. что там происходит. У нас да, пока напомним, пауза все равно. Да, Чебоксары играют против Петербурга. Да, и, по-моему, Митраков открыл счет. Да, Митраков открыл счет и выигрывает 1-0, 5 минут до конца. Может быть, кусочек этой игры посмотрим? Давайте посмотрим кусочек этой игры. А почему нет? Все-таки 5 минут до конца. И многие любители киберхоккея просили показать, как играет Гол! И вот, пожалуйста, мы переключились, и гол! Иван Сидоров Сейчас все будет болельщики, благодарить нас. все болельщики Петербурга и Перми говорят: ну нафига попу гармонь, да? Ну чё вы, вот зачем вы все переключили, да? Взял Митраков и пропустил шайбу. Возвращаемся 1-1 в этой серии, наверное, там будет дополнительное время. Возвращаемся. Вот так вот мы переключились. Вы видели? Нет, не видел, потому Вот. что мы переключились. А вот зачем мы переключились? В итоге здесь шайбы не смотрели и там получили. Абсолютно не нужно. Я предлагаю оставаться на нашей игре до конца этой встречи. Нафига попу гармонь, еще нахрена козе баян. Вот есть еще такое выражение. Лучше оставаться там, где мы оставались. Все было хорошо. Мы же киберхоккеисты. Мы имеем право верить в сглаз. 3-1. Пока единственную шайбу пропустил Иванов. И у нас 5 минут до конца 3-го периода. Он в атаке. Хедман оставляет на Кросби. Много-много передач. Вот здесь, все как по нотам, да, что в футболе называется домашняя заготовка, да, все как по нотам было разыграно, но, к сожалению, для нас и для Кирилла Иванова там защитник разобрался в ситуации и блокировал последний самый острый пас. И вот сейчас, врываясь в нашу зону, нарушил правила Труханов, соответственно, вбрасывание в средний возле нашей синей линии. Кучеров входит в зону. Даути закрыл, кстати, зону. И передача назад к синей линии. Кучеров будет 2 минуты большинства у Иванова. Отлично, а можно еще и шайбу подержать, да, можно еще повеселиться. К сожалению, не удалось ни того, ни другого. Там силовой прием во время спинорамы подловили кого-то из нападающих Кирилла Иванова. Уфа ведет за 2 минуты 17 секунд до конца 3-го периода. И Уфа играет в большинстве. Очень уверенно, да, эту встречу проводит Кирилл Иванов. Ну, такие соперники, оба молодцы. Ну, чего уж там говорить, да, ну. Опасно, опасно, опасно. Гол. Вот вам, пожалуйста, шайба в меньшинстве. 2-3. Но есть, я вот честно скажу, есть у меня сомнения, что... Хотя давайте не будем. Давайте будем просто смотреть, какие Да, сомнения, какие Есть у меня сомнения, попытки. что я это скажу. И я это не скажу. Да, без сомнения, это успех магнитогорского киберхоккеиста. Мы помним, да, как одной из этих игр за
23 секунды магнитогорцы вышли вперед, а за 6 секунд до конца времени уфимцы сравняли. Поправка за 4,6 даже. Ну, за 5 неполных секунд, да, спасибо за поправку. Очень важно. Это очень важная очень деталь, важно, да. конечно. Многие бы просто ласты склеили, а мы тут еще говорим о хоккеистах. Все, мы поняли, что здесь овертайм. Спасибо большое нашим режиссерам трансляции. Да, верните нам, пожалуйста, матч из Уфы. Овертайма там в Чебоксарах, в Питере или в Перми, да, вот Виктор прислал заявку. Вот. Нет, не заходит шайба. Виктор прислал заявку, в которой обозначено, что он представляет город Санкт-Петербург. Ну, у самого никнейм под названием Виктор Пермь. Я разбираться в этом не буду. Ну, в общем, приблизительно представляю, о чем ситуация. Мы попозже поговорим с Виктором об этом. Пока наблюдаем за концовкой матча в Уфе и смотрим, как вот лезет на пятак очень настырно кто-то из хоккеистов Иванова. Перехват и просто отброс, да, такой. Ну, в меньшинстве, естественно, тут не грозит ничем, никаким пробросом. И снова очень быстро уфимцы возвращают шайбу в зону соперника. Передачка-то вот подбросок нужен. Вот так, очень хорошая передачка, в равных составах игра, и 15 секунд есть, 12 секунд есть. У магнитогорцев они теряют шайбу, надо просто сейчас грамотно завести шайбу в зону соперника. Может быть и... Снова 4 секунды в третьем периоде. Вот так вот точка поставлена. В этой серии будет счет равным 2-2, и вся борьба еще впереди. Unbelievable! Невероятно! Развиваются события в серии между Кириллом Ивановым и Максимом Трухановым. Труханов хочет пойти вперед. Да куда ж ты пошел, говорят ему. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь проигравшим в полуфинале. Рифмы и панчи. Да, ну и здесь, видимо, концовка, которая произошла в овертайме. Буре РФ выигрывает в этом матче. И что? 2-1 в этой игре. И счет серии 3-1 или 3-2? Так. 3-1, насколько я помню. Я тоже так думаю, просто мы... У нас 2-2, здесь 3-1. Буре РФ ведет. Это правда, да? Уважаемый судья. Да, все правильно, кивает головой Иван Сидоров в его полуфинале. Ему сейчас хорошо, да? У него есть там... Он в Уфе. Он в Уфе. Он гостит в замечательном городе, в ТЦ Мега Уфа. У него все прекрасно. Он ведет в серии со счетом 3-1, да? Он хочет в 18:00 вживую увидеть Никиту Сошникова, который у нас будет здесь на финале. Он хочет стать звездой телеканала БСТ, который в прямом эфире покажет главное событие России по компьютерному хоккею. Почему это происходит? Объясняю на пальцах. Телеканал БСТ входит в холдинг ТРК ГУП, ТРК Башкортостан РБ, в котором очень много телеканалов и радиостанций. Но вот телеканал БСТ наш партнер и учредитель этого турнира наравне с хоккейным клубом Салават Юлаев. Если вы видели нашу заставку, вы видели в числе организаторов именно эти две прекрасных организации. Так вот, сегодня в прямом эфире телеканала БСТ представитель хоккейного клуба Салават Юлаев Никита Сошников, наш звездный новичок, вручит награды 9-го чемпионата России по компьютерному хоккею. У нас будет 2 бронзовых призера, имена которых к 6 часам уже точно будут известны. И у нас будет золотой и серебряные призеры, которые определятся именно в этой финальной серии до 2 побед в 18:00 в прямом эфире телекомпании БСТ. Денис Таипов. Азамат Муратов. Мы вернемся в этот эфир через 5-7 минут. Спасибо. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Еще в 1933 году Владимир Котельников предложил и доказал фундаментальную теорему цифровой обработки сигналов, чтобы сегодня Ольга Николаевна могла увидеть первые шаги внука, несмотря на расстояние. Но ни она, ни большинство людей не понимают, как работают технологии. Да, людям нужны не технологии, а то, что они дают. Поэтому мы не подключаем людей к интернету. Мы даем возможность быть собой, стать кем-то другим, окунуться в воспоминания и заглянуть в будущее. Привет, дочурка. Привет. Как дела твои? Мы помогаем людям поддерживать связь друг с другом, с близкими, которые рядом и которые далеко. Мы не просто подключаем телевидение, мы открываем миры. Мы хотим, чтобы бизнес рос и был уверен в своих возможностях. И делаем все, чтобы каждый предприниматель мог держать офис в своем кармане, вести дела из любой точки страны и предпринимать на весь мир. Ежедневно мы создаем то, что людям кажется магией, а завтра станет частью их повседневной жизни. Устройте кинопремьеру дома. Запишите ребенка в детский сад. Держите дело под контролем. Будьте на связи с клиентами. Откройте бизнес. Откройте что-то новое. Будьте там, где хочется. И не ставьте границ. Мы работаем, чтобы вы стали ближе к своим желаниям и новым возможностям. Ростелеком. Цифровой доступ к тому, что нужно. Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется. Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август. Не спеши. Все успеешь с Мегой. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется. Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август. Не спеши. Все успеешь с Мегой. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Ну что ж, мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что это 9-й чемпионат России по киберхоккею. Мы в Уфе, и сейчас у нас произошла смена на комментаторской позиции. Артем Шабалин, человек, который на этом турнире вошел в топ-8, заменил Азамата Муратова. Артем, привет. Привет. Ну что ж, ты посмотрел 4 матча со стороны. Что можешь сказать об уровне турнира? Кто-то удивляет, и вообще в целом о полуфинале какой-то объемный такой анализ, можно даже не краткий. Ну, можно сказать, что вот специалисты режима ХУТ, и в котором проводится турнир, вышли все, вот четверка, да, плюс, как мы видим, плюс 3 человека, как мы видим, молодое поколение, и только Ваня Сидоров такой в возрасте у нас. Вот, так что можно сказать, что пока молодые держат верх. Ну а для Ивана Сидорова это, кстати, первый вообще хоккейный турнир, поэтому вот у него такой мощный дебют складывается. Противостояние Уфы и Магнитогорска, как тебе 2-2 в серии? Есть ли какой-то перевес в преимуществе в чью-то сторону? Может быть, кто-то симпатичнее выглядит? Я думаю, что Максим лучше реализует свои моменты. Вот, у Иванова, соответственно, больше этих моментов, но хуже он их реализовывает. Соответственно, если он сможет поработать над реализацией грамотно, то сможет победить. Но если этого не будет, то Максим гнет свою линию. Каждый матч играет абсолютно одинаково по своей системе. И будут у него моменты, он будет забивать. А это не минус, что он каждый матч играет по своей системе, но потому что 4 матча прошло, сейчас 5-й, точно будет 6-й, возможно 7-й. Ну, соперник же понимает, по какой системе он играет, он же его читает, он же тоже не слепой. Ну, Максим опытный игрок, то есть он может создать такие моменты, которые сложно. Ну, то есть мы видим, что соперники адаптируются все равно, но 2-3 момента будет в любом случае. То есть Макс сможет создать как игрок, который не первый матч играет. Вот, поэтому тут будет зависеть от того, сможет ли Иванов сам забивать. Ну, Артем, своим результатом ты доволен на этом турнире? С какими задачами вообще приезжал в Уфу? Приезжал поучаствовать в турнире, то есть о результате особо не думаю никогда. То есть играю для удовольствия. Как бы доволен, недоволен, сложно сказать, потому что если победил, был бы доволен, вот, но и то, что расстроен, тоже такого нет. Хороший турнир, хорошо провел время. Больше нечего сказать даже. Ну а мы возвращаемся на лед. В атаке начинал этот период Кирилл Иванов. Сейчас ему приходится обороняться. И вот по такой вот финт ушами, да? Вот, то есть вот это классическая такая игра Макса. Вот, то есть он всегда выезжает на эту точку. Если ее закрывает, он отдает, соответственно, на дальнюю штангу, где у него тоже выставлен игрок. Вот, мы видим, то есть вот Иванов тоже, вот он немножко по-другому выезжает. То есть он едет... Этот матч мы будем смотреть полностью в режиме реального времени в прямом
эфире. А за результатами еще одного полуфинала, в котором играет Иван Сидоров и ведет со счетом 3-1 против Митракова, мы будем следить в режиме онлайн, то есть будем сообщать вам результаты, как там все складывается. Опасный момент. Мы видим, да, то есть уже 2 момента у Уфы, но реализации нет. Я думаю, что если у Максима было бы 2 момента, уже был бы гол. Еще один опасный момент, уже, бросок с лопаты. Уже 3-й, да, то есть вот здесь можно было сыграть более грамотно, но... Давайте поясним более грамотно, это отдать передачу, сблизиться. Ну, то есть вот сейчас был момент, да, у Уфы, то есть он мог либо отдать пас, либо бросить хорошо, то есть он просто перенервничал, я думаю, и допустил такую техническую ошибку, там, руками просто. Отличный момент был у Иванова, чтобы счет открыть, но пока у нас равенство, здесь бросок после вбрасывания. И Бен Бишоп шайбу накрывает. Снова у нас сбрасывание в зоне Иванова. Бержерон на точке. Джонс. И вот тут перехват. Можно убежать в атаку 2 в 1. Лайне. Будет бросок снова с неудобной руки. Еще один подбор. Ну что ж, 10 минут прошло. Пока какой-то краткий анализ можно подвести. Я думаю, что пока игра равная, нервничают ребята, видно, да, что большое напряжение, много стопроцентных моментов было, но много технического брака. Опасный момент, Дюшейн бросал, но Бишоп снова положил щиток. Почему не верхом, вот вопрос, да, могло в дальнюю девятку над ловушкой залететь. Ответная атака, но здесь Майерс перекрывает шайбу, и Евгений Кузнецов получает 2 минуты удаления, а не дисквалификацию 4 года, и Максим Труханов остается в меньшинстве. Посмотрим, что предложит Уфа. 5-4. Ну, вообще неплохо, очень неплохо играет в большинстве Иванов в этом плей-офф. Вообще, насколько важно иметь численное преимущество в киберхоккее, потому что мы видим часто, что и в большинстве хоккеисты сами пропускают, то есть идут голы в меньшинстве. Ну, я думаю, что это от нервов в основном. Тут очевидно, что если на игрока больше, то значительные шансы забить. То есть шансы увеличиваются, поэтому Иванов сейчас атакует, расставляется в зоне. Карлсон едет, поднимает голову, ищет возможность найти адресата для передачи, но пока не находит. Макдэвид, передача на дальнюю штангу, но нет. Тем не менее, Жиру борется тут с 2 хоккеистами и борьбу проигрывает. Ну так оттеснили его в коробочку, зажали, так как будто по корпусу ему настучали. В полном составе играет команда из Магнитогорска. Максим Труханов. Ну а Субару идет вперед. Бросок снова с лопаты. Да, вот мы видим опять техническая ошибка. Ну, то есть плохо сыграл сейчас Феникс. То есть напрашивалась передача, да, я так понимаю? Ну, либо остановиться и в ближнюю девятку хороший такой подготовленный бросок. Это просто, ну, опять слив момента был. А вот здесь неплохо, вот здесь очень неплохой бросок, да, в противоход от синей линии в одно касание, но шайба прошла мимо. Жиру, передача на Овечкина, но она читалась. Да, сейчас тоже перекрыл Максим хорошо. Нужно было в ближний бросать, обыгрывать, но не сделал этого. Кузнецов едет по белому льду, чистому, бросок, нет, не будет его. Продолжает Максим атаковать, Хагелин. Снова бросок в одно касание, там, по-моему, было поставление, но Бишоп щиток положил. Последняя минута у нас идет периода. Макдэвид заряжает, но Пекарины. Кстати, обратите внимание, Максим поменял состав, да, у него Рина появился в воротах вместо Бишопа, и вот Хагелин вышел, я вижу, еще несколько новых хоккеистов, то есть он после 4-й игры решил сделать изменения и усилить вратарскую позицию. Напомню, что оверолл Рина составляет 84, в то время как у Бишопа 80. То есть будет перекос в линии обороны или атаки чуть поменьше. Рейтинг. Уверенно на точке себя чувствует. Феникс все 4 вбрасывания выиграл. По остальным показателям, в принципе, равенство у ребят. Так что, думаю, будет очень важно, кто первый сейчас забьет, получит преимущество сразу же психологическое в первую очередь. Потому что мы видим, что очень неуверенно играет, что первый, что второй. Ну вот она цена ошибки, особенно в 5-м матче, когда ты можешь победить и поставить своего соперника на край корабля. И еще одно такое
движение в сторону, да, за пределы палубы, и он может слететь и получить бронзовую медаль, а второй пойдет дальше биться за золото. Напоминаю, что в 18:00 в торговом центре Мега здесь будет Никита Сошников комментировать, вручать медали, делать селфи, давать автографы и общаться со всеми, кто с ним пожелает поговорить. Новичок Салават Юлаева из Сент-Луиса. Ну, а если у вас нет возможности прийти в торговый центр Мега, то в 18:00 ждем всех вас у телеэкранов канала БСТ. Прямой эфир финала до 2 побед. Это будет жарко. Ну, а у нас полуфинал, и Иванов в атаке. Пока ничего такого целостного, да, как говорится, не получается создать у Иванова в атаке. Какие-то полумоментики, но остроты не хватает. Ну, я бы не сказал. Мне кажется, первый период просто ребята бегали туда-обратно, то есть без какого-то розыгрыша, да, осознанного. Сейчас какая-то передышка, наоборот, в средней зоне застряли, что один, что другой. Шайбу на средней зоне. Иванов снова подхватывает. Труханов. Передача, но снова Иванов. Вездесущий Иванов. Везде он в средней зоне все перекрывает. Маккинон. Такое ощущение, что даже коньком как будто ударил. Но это был пас на вратаря. Конечно, не запланированный, но так получилось. В атаке Магнитогорск. Холл. Ищет варианты. Закатывается за ворота. Излюбленная, да, его тактика. Холл. Но здесь блестяще в корпус играет Дрю Даути. Кучеров. Перехват. Маккинон. Нет, шайба не дошла до канадского нападающего. Иванову приходится обороняться. Защитник Сет Джонс. Идет в чужую зону. Жиру. Вытягивает на себя, такое ощущение, да? Труханов Иванова, чтобы были свободные зоны. Прочитал. Отличный перехват. Прям пас в клюшку соперника получился. Ну, тут просто Кирилл прочитал очень хорошо. То есть он уже все равно видит, как Максим играет. То есть повторюсь, что у него всего там 2 опции в атаке. Ой-ой-ой, как шайба не попала в ворота, она там по ленточке ползла, но повезло Рине и магнитогорскому спортсмену. А давит ли то, что ситуация 2-2, все-таки проигрывать, ну, можно последний раз, больше проигрывать нельзя. Это как-то в голове откладывается или все равно, когда ты играешь, ну, думаешь только об отдельно взятом матче? Ну, я думаю, что откладывается, конечно, учитывая, что не очень опытные ребята. И я не знаю, если честно, участвовал Кирилл когда-нибудь, да, в оффлайн турнирах. Он чемпион Башкортостана. Ну, это все равно, мне кажется, немножко другой уровень, да, то есть чемпион Башкортостана, это же... Только чемпион самого Башкортостана? Ну, возможно. Нет, я понимаю, к чему вы клоните. Вообще Кирилл Иванов молодой киберспортсмен, 24 года ему. И вот сейчас он единственный уфимец, который добрался до полуфинала. Единственный задрафтованный игрок, который представляет компанию Subaru. Офсайд. Офсайд 0-0 у нас. И вот посмотрите, как внимательно, как грамотно играет хоккеист. И в то же время осторожно, да, боятся они лишний раз защитников включить, чтобы не получить ответную контратаку. Да, второй период поспокойнее проходит. Первый все бежали вперед, не особо оборонялись, много моментов было, что для этой серии, кстати, не свойственно. Вот. Сейчас успокоилось, вошло в привычное русло все. Сейчас я думаю, что будут выцеливать, каждый свое, и ждать момента. Но была у нас такая 15-минутная пауза. Возможно, она повлияла на киберспортсменов. Бишоп кладет щиток и не дает Овечкину счет открыть. Но потом все-таки Александр Овечкин забивает. Да, вот это вот фирменная... Так, у нас Кирилл Иванов меняет стратегию. Да, фирменный финт ушами. Как он там называется. Но оказалось, что эпизод заигран. Но тем не менее Труханов не стал останавливаться, выкатился из-за ворот и свой момент реализовал. Тайм-аут, смена стратегии. Кирилл Иванов за 3:58 до конца второго периода делает новые решения, меняет тактику, пытается взбодрить команду с помощью тайм-аута. Посмотрим, как это скажется. Странное решение, на самом деле, со стороны Кирилла. Не уверен, что это принесет ему успех. Очень спорно, потому что он выбрал более защитную стратегию, наоборот, хотя он проигрывает. Я думаю, что он ждет контратаки. Такой вариант будет. Жиру, бросок! Рине вытаскивает тут свой игрок, по-моему, чуть свои ворота не забил. Овечкин, Макдэвид! Пекарина, который проводит дебютный матч в этом полуфинале, оставляет свои ворота пока что в неприкосновенности.
Ну, безусловно, тут зависит от того, сможет ли Максим вообще воспользоваться изменением стратегии, потому что при такой стратегии Максим может просто держать шайбу, и Кирилл не будет никак претендовать на то, чтобы ее отобрать. Но надо все равно обострять. Я думаю, что Максим не будет держать шайбу. Он понимает прекрасно, что здесь собрались зрители. Нас последний раз я смотрел час назад. Уже посмотрело 7 тысяч зрителей. А здесь бросок и гол от синей линии. 2-0. Нам показывает Иванов. Он снова улыбается. И он снова недоволен тем, что в НХЛ 19, он говорит, залетают такие шайбы. 2-0. Какие такие? В целом стандартная ситуация. Бросок. Вратарь не справился. Все-таки пытаются больше к реализму привести игру. Там очень много от случая зависит. Понятно, что когда играешь в игру, хочется всегда каких-то логических решений, но нужно не забывать, что это симулятор все равно. Здесь опасный бросок Рины. Ну, слушайте, Рины вышел и такой уверенности добавил пару моментов. Он спас, по крайней мере, на 1 гол, я думаю, Иванов по такой игре наиграл, но Рины забрал эту шайбу себе и не пропустил ее. 3 секунды до конца. Бросок Жиру под блин. Хороший, по-моему, да, такой бросок получился? Ну да, хороший бросок. Пока, то есть тут всегда зависит от везения частично. То есть вот в конкретном этом матче, да, вратарь Максима играет лучше, несмотря на то, что моментов было много у Кирилла. Но опять же, очень много было неподготовленных бросков, упущенных шансов. То есть Максим дает пространство, да, для того, чтобы Кирилл забил, а Кирилл этим не очень пользуется. То есть даже сейчас Жиру, мне кажется, мог, время было чуть-чуть проехать вперед и более акцентированно бросить, но поторопился, на эмоциях бросил. Безусловно, могло зайти, но не зашло. 2-0. Третий период у нас стартует. Кирилл Иванов уступает Максиму Труханову. И у него есть 19 минут и 40 секунд для того, чтобы исправить это положение. Труханов в атаке. Передача Клинберг, бросок. Он заблокированный, до ворот не доходит. Ответная атака начинается у Иванова. Макдэвида сносит, но Жиру бежит вперед. Там есть рядом Овечкин. Но Жиру шайбу теряет. Овечкин входит в зону. Клинберг. Труханов начинает за воротами искать возможности для передачи, возможности для броска. Ну и тем самым немного времени убивает все равно, да? То есть он не дает как минимум Иванову атаковать. Ну, безусловно, его стиль располагает, да, к тому, что он очень много времени проводит в чужой зоне, ищет верный момент. Ой-ой-ой, Овечкин, что творит Кирилл Иванов на индивидуальном мастерстве? Троих просто объехал. Ирины оставил в неудел. 1-2. Уфимский спортсмен сокращает преимущество магнитогорца. И у нас становится все интереснее и интереснее, потому что прошло всего 4 минуты и 1 секунда. Жаль, что мы не увидели повтор. Артем, ваше экспертное мнение по этому голу? Хороший гол, выехал на точку, не поторопился, сблизился. Хороший бросок, вратарь мог выручить, но не выручил. Так что думаю, что заслуженно. Я думаю, что сейчас у Кирилла будут шансы и на второй, и на третий, и на четвертый. Снова Иванов в атаке. Но Бен, который забросил вторую шайбу, на данный момент она победная. Мы не знаем, как дальше будет игра складываться. Бишоп! Какой сейв! Снова в стиле Гашикова он пластается и спасает свою команду. Кросби заходит в зону. Кучеров. Бросок будет. Рины на месте. И вбрасывание будет в зоне Максима Труханова из Магнитогорска. 1-2. Я напоминаю, команда Субару и Кирилл Иванов, киберспортсмен из Уфы. Последний башкир на этом турнире, можно так сказать. Отчаянно бьется за то, чтобы выйти в финал. Бросание Лайне. Бросок. Бержерон за воротами. Опасный момент. Ну и куда шайба пойдет? Она приходит к Лайне. И Евгений Кузнецов у него отбирает шайбу. Майерс. Иванов задавил по-настоящему, хотя, как вы сказали, выбрал такую оборонительную тактику. Но в атаке чувствует себя уверенно. Но она оборонительная не в том плане, что он не ходит в атаку, а в том плане, что его игроки, ну, мы же понимаем, что человек управляет только одним игроком, а для остальных выставляет стратегию какую-то определенную. Вот Кирилл выбрал... Гол, простите, пожалуйста, я перебью Патрик Лайне. 2-2, вот вам, пожалуйста, третий период.
Максим Труханов выигрывает после второго игрового отрезка 2-0. Но выходит Кирилл Иванов, который, я не знаю, чем он зарядился. В этом маленьком перерыве попил кофе и сделал счет 2-2. Ну что ж, я думаю, сейчас психологическое преимущество на стороне Иванова. И у нас очень интересно. Счет в серии 2-2, счет матча 2-2. И вообще ничего не ясно. Вообще. Да, то есть мы видим, Кирилл перестал торопиться, несколько подготовленных бросков, сразу же мы видим результат на табло. Я думаю, что если он продолжит, то шансов у Максима будет мало. Так вот, про тактику гол нам помешал вашу мысль досказать. Да, так вот, то есть Кирилл выбрал такую тактику, где боты, которыми управляет компьютер, не атакуют игроков соперника, а держат формацию свою. То есть, я так понимаю, они возле ворот, да, стоят? Ну, да, грубо говоря, да. Такая зонная оборона получается. 2 минуты большинства есть у Максима Труханова. Но, правда, сейчас Кирилл Иванов в атаке. Маккинон у левого борта. Передача назад. Даути. Это Донской, простите, не Маккинон был. И положение вне игры. Офсайд. 50 секунд большинства у Максима Труханова уже исчезли. Я обращаюсь к нашим судьям и помощникам. Есть ли у нас возможность узнать результат второго полуфинала? Я думаю, нам подскажут, если нас услышат. А у нас пока 2-2. И в меньшинстве Кирилл Иванов. Но он контролирует шайбу в меньшинстве. Видно, что Максим нервничает, да, что не в свою игру стал играть. Что у Кирилла сейчас, очевидно, психологическое преимущество. Но обрати внимание, что в большинстве Максим ни одного момента даже в зону еще не вошел. Сейчас будет попытка входа в зону. Макдэвид на Клинберга. И Бёрнс так активно его прессингует. Посмотрите, да, сколько человек стоят около ворот. И здесь блестящий силовой прием против Клинберга. Более того, есть возможность убежать в контратаку. Карлсон. Маккинон подхватил шайбу. Передача Карлсон, Бёрнс. Броска не будет. Он будет выбирать позицию для улучшения возможности взятия ворот. А вот тут контратака может быть. 2-2. Нет, пустит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Но Бен Бишоп. Ну, по-моему, не исполнил, да, все-таки? Так как надо, Максим. Непонятно, не обратил внимания, в принципе, неплохо сыграл. Могло зайти гол. Жиру борется с Бёрнсом, но Бёрнс габаритами своими его оттесняет. Кросби закатывается в зону, будет передача? Нет, не рискует пока Иванов. Диагональную передачу на Кучерова отдавать, контролирует шайбу. Передача на Овечкина, но перед ним стоял защитник. Сегин. Вот в зону. Майерс. Неплохо. Иванов играет третий период. Он проводит, но и Труханов, не будем забывать про него. Все-таки он выигрывал и лучше смотрелся первые 2 периода. Я думаю, вы здесь согласитесь. Сейчас неплохой момент, 45 секунд. И концовка. Концовка очень важная. Кузнецов. Непонятно, что он тут сделал. Растерялся, расслабился Кузнецов и шайбу упустил. Овечкин. Клинберг. Дюшен. Идет в атаку Труханов. Смотрит он, как его поддерживают другие боты. Но поддержки он так и не находит. 20 секунд до конца третьего периода. Лайне. Напомню, что уже один матч из этой серии у нас ушел в серию буллитов. И там оказался сильнее Максим Труханов. Майерс. Кессел, Картер. И 3 секунды до конца. Бишоп держит шайбу. Все. Овертайм 3-3. 5 минут. Последние 2 минуты пойдут в режиме реального времени. И у нас статистика по броскам есть и по другим показателям. Да, по статистике видим, что Кирилл лучше, но Максим больше держит шайбу. По овертайму, да, по просмотру других матчей Максим традиционно не очень хорошо играет овертайм, но пока сложно ему забить, потому что почему-то его сопернику не везет, но дает очень много моментов для того, чтобы забить гол. С другой стороны, в буллитах, я думаю, что у Уфимца не очень много шансов, потому что не очень уверенно. Один из матчей в серии был по буллитам, чувствует себя Кирилл. Выбрасывание в зоне Максима Труханова. Снова Бержерон выиграет, но у Жиру мало шансов, конечно, Бержерона обыграть на точке. Входит в зону Труханов. Маккинон 2 минуты. 2 минуты. Вот оправданный фол или это нервы были сейчас?
Думаю, что нервы. Мог просто приезжать к борту или чекнуть. 4-3. Максим Труханов получает большинство в матче под номером 5 и сразу же имеет возможность для броска, но пока этого не делает. Много свободного льда. Овечкин. Картер, бросок в одно касание, Бишоп на месте. Хороший момент, он мог забить гол сейчас. Но выручил вратарь. По-прежнему вбрасывание в зоне Иванова. Макдэвид. Пытается он зацепиться за шайбу, но не получается. Овечкин. Картер на позиции защитника. Центральный нападающий, праворукий. Овечкин. Высматривает позицию для броска. Бросает. Но на этот раз, по-моему, Иванову уже везет, потому что не попадает Максим Труханов в створ ворот. Хороший подготовленный бросок. Не повезло сейчас Максиму. Жиру бежит в атаку Труханов. Спортсмен из Магнитогорска. Хедман. Передача. По-моему, надо было бросать. Но появилась возможность, и Максим Труханов побеждает. В пятом матче одерживает третью победу. Но я думаю, что здесь дело седьмой. Но шестой игрой точно не ограничится. Потому что мы видим, как Иванов может добавить, как он может прибавить в отдельно взятом отрезке. Поэтому здесь еще ничего не ясно. Мы снова в эфире. И у меня еще очередная просьба к судьям. Можем ли мы узнать результаты параллельного матча и уже потом уйти на рекламу? Да, но у нас пока судьи нас не слышат. Я так понимаю, что там серия, возможно, уже закончена по реакции хоккеистов, потому что счет был 3-1 в пользу Ивана Сидорова. И, возможно, он довел дело до победы. Ну что ж, у нас будет небольшая пауза, и мы вернемся к матчу номер 6. Никуда не уходите и не переключайтесь. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется. Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август. Не спеши. Все успеешь с Мегой. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Говорит и показывает Уфа, говорит и рассказывает торговый центр Мега Уфа. Друзья, у нас осталась одна полуфинальная серия до 4 побед, в которой выясняется, кто достоин стать финалистом 9-го чемпионата России по компьютерному хоккею. 9-й чемпионат. И сегодня в 18:00 начнется финальная серия, благодаря которой Россия узнает нового чемпиона, имя нового чемпиона. И сейчас в серии, в которой играют уфимец Кирилл Иванов и магнитогорец Максим Труханов, счет 3-2 в пользу гостя столицы Башкортостана. И мы очень хотим, чтобы эта серия продлилась и приобрела максимальный свой размер из 7 матчей. Мы очень хотим, чтобы в этом матче победил Кирилл Иванов из Уфы, который играет за команду Subaru. Иванов играет в темной форме, в светло-оранжевой форме играет магнитогорец Максим Труханов. И вот мы видим, как Овечкин в зоне соперника выкруживает, ищет ситуацию, момент для броска или разящей передачи. В общем-то, передача прошла, но закончилась она ничем. Ну и ваши комментаторы Денис Таипов и Азамат Муратов, мы по-прежнему с вами. И опасный момент. Труханов идет в атаку. Макдэвид за воротами. Пытается он найти адреса для передачи. Не находит. Кружит в своем фирменном стиле Труханов. Ну, решил в сетку ворот передачу отдать. И, естественно, Иванов перехватывает. Снова Труханов в атаке. Не удается из зоны выйти. Труханов. Да, здесь нужно держать ухо востро, глаз да глаз за игроками Труханова, которые кружатся между воротами. Все-таки он находит момент для передачи. Да, глазастый, мастеровитый Максим Труханов делает первый шаг к победе в этой серии. Ну, первый шаг в этом матче, скажем, да. В начале встречи на исходе 4-й минуты пропустить шайбу — это не так страшно. Мы видели, что по ходу этой серии отыгрывались 2 шайбы. И посмотрим, насколько быстро сейчас наш киберхоккеист, уфимец Кирилл Иванов сможет это сделать. Он сейчас в зоне соперника. А вот неплохо, очень с неудобной руки попытка бросить после выхода из ворот не случилось. И Иванов в атаке продолжает. Лайне кружит, он ищет возможность для передачи. Запер Иванов своего соперника в чужой зоне и ищет возможность для того, чтобы нанести решающий бросок Даути. Подключает защитника, бросок, Кучеров, добивание. Нет, Труханов подбирает шайбу, пытается выйти из своей зоны. Тайлер Холл идет вперед. И вот уже атака магнитогорцев. Магнитогорцы входят в нашу зону. Тут большие силы. Посмотрите, да, без броска в этой ситуации обошелся Труханов. 1000 из 1000 киберхоккеистов в этой ситуации уже попробовали бросить. Труханов разыгрывает шайбу до верного. Ему надо за ворота просто, чтобы потом начать бросать. До этого момента он не будет броски наносить. Вот так без броска и закончилась эта атака. Уже уфимцы идут вперед. Уфимцы в темной форме. Бержерон ищет передачу. Но эту передачу находит кто-то из защитников магнитогорской команды. И продолжается атака Иванова. Бросок Тарасенко. Рины на месте. Вот Пека Рины, который вышел в прошлом матче, перевернул ход той встречи. Какие-то невообразимые шайбы он тащил. Столько сейвов, но Рины тоже не вечно. Он дрогал в 3-м периоде. Иванов отыграл 2 шайбы, проигрывал 0-2. И сейчас Рины пока за эти ровно 10 минут творит что-то невероятное, но гол! 1-1. Уфа сравнивает счет. Мы не слышим ваших аплодисментов, друзья. Вы посмотрите, что происходит. Говорили мы о том, что сверхпопулярного Бишопа все-таки вынудил Иванов, благодаря своим мастерским действиям в атаке, поменять на более мастеровитого и более скиллованного Пеку Ринне, теряя, может быть, в качестве полевых игроков, но приобретая на последней линии. Но это не помогает, по крайней мере, сейчас это не помогло. Вбрасывание в средней зоне. Посмотрим, кто его выиграет. Картер проигрывает бросание. Иванов снова идет вперед. Карлсон заходит в зону. Бросок. Рины на месте. Овечкин уже мчится на добивание на пятак. Но Рины останавливает шайбу. Боится. И даже не рискует вернуть ее обратно в игру, потому что давление на ворота было, если не очень большим, но все-таки серьезным. Вбрасывание. Жиру на точке вбрасывания у Иванова. Получится у него выиграть шайбу? Нет, к сожалению, нет. Но побороться за шайбу можно. Овечкин, штанга! Невероятно. Штанга спасает магнитогорские ворота.
Иванова. И вот уже вперед идут наши гости. И их поход заканчивается ничем. На красной линии перехватывает шайбу Иванов. И тут в такую гущу врывается нападающий уфимского киберхоккеиста. И 2-2 не проходит туда прямо к воротам. Впрочем, сейчас игра в зоне уфимской команды. Ну вот опять же, если говорить о том, что психологическое преимущество может быть на стороне магнитогорского спортсмена, я бы не сказал. На него давит то, что ему нужна одна победа. И он понимает, что если сейчас он проиграет, в 7-м матче может случиться все, что угодно. Одна шайба залетит, и все. И он вылетел, И вот здесь один шаг. И один шаг, и вот здесь очень важна поддержка трибун. Если вы хоть как-то относитесь к хоккею, я обращаюсь сейчас к жителям, гостям! Ой-ой-ой-ой-ой! Через перекладину перелетает шайба после такого досадного для магнитогорцев рикошета. Если гости торгового центра Мега Уфа сейчас готовы поддержать уфимца, то надо это делать. Надо включаться прямо сейчас. Уфа будет играть в меньшинстве. Ну что, попробуем, давайте. Уфа! 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 Но кто-то поддержал, но пока скромно. Все ждут Кирилла Иванова в финале, чтобы взорваться от этих эмоций и поддержать его максимально. Иванов в меньшинстве идет в атаку. Да, был хороший момент для броска. Сейчас контратака 2 в 1. Нужно возвращать оборонительные силы. И посмотрите, да, несколько подзавяз и в позиционную игру все-таки перешел Труханов. Магнитогорец за воротами. Это его любимая точка. Но здесь все понятно, все известно, все кроется. Ну и понятно, что построение возле ворот. Два защитника всегда на штангах. Все в порядке у Иванова. Бросок! Рина дрогнет, Рина обязательно дрогнет, но он не может всю жизнь так тащить. Да, по количеству бросков, конечно, наш киберхоккеист превосходит. Я бы сказал, что не по количеству бросков, а по количеству опасных моментов и опасных бросков. Я не знаю, Рина, ну не железный он, ну не может так сделать, так играть бот. Не может, он все равно дрогнет, потому что столько выдержать, но это нереально ни физически, ни психологически. Ну и более того, отлично все сделал наш киберхоккеист, пропустив обидную шайбу в начале этой встречи, тут же сравнял, и сейчас он доминирует на площадке, ищет моментов на синей линии, построение Кучеров. Кучеров должен расстаться с шайбой в чью пользу? В чью пользу сделает передачу Кучеров, но он и сам может вылезти на пятак. Объезжает ворота, пытается сделать что-то такое, к чему не готов его соперник, в итоге теряет шайбу. И первый период закончен. Первый период закончился. Как быстро пролетели первые 20 минут компьютерного времени этой встречи. Пека Рины, пожалуй, герой первого периода, потому что он 6 бросков отразил, и всего один бросок потребовался магнитогорцу для того, чтобы использовать свои шансы и завести в ворота шайбу в ворота Уфы. Это, конечно, мастерство, но с таким количеством бросков я не знаю, на что можно рассчитывать. Понятно, что молодец, 100% реализация, классно, мастер. Нет проблем, ну а как могут другие киберспортсмены дойти до полуфинала, до 6-го матча полуфинала? Такого не бывает. Здесь нет случайных людей, здесь все большие профессионалы. Но без бросков голов не будет. Золотая цитата. Будь ты хоть миллион раз светлая голова в компьютерном хоккее. Вот сейчас опять атака обошлась без броска. Очень тонкая передача вертикальная на Жиру. Там в гущу борьбы могло всем показаться. На самом деле Жиру обработал шайбу. Здесь попытка такая с острого угла бросить в надежде на отскок шайбы от голкипера не удалось. И вот уже Магнитогорск в нашей зоне. Овечкин на позиции защитника встречает. Магнитогорских нападающих не пускают за ворота. Все мы знаем, что магнитогорский хоккеист умеет и любит бросать от синей линии, но еще больше он любит выходить вот так вот из-за ворот на пятак соперника и здесь уже что-то придумывать. Ну и грамотно Иванов обороняется, он понимает прекрасно, что будет делать его соперник. Правда, здесь не получил шайбу в зону вывести, но тем не менее перехват и уже ответная атака Кирилла Иванова. Заходит он в зону, ищет адресат, может быть в 3-3 даже получится. Бросок неудобный, Жиру, добивание Овечкина, Рина на месте. И вы видели, тут была попытка передачу сделать на Макдэвида, но, к сожалению, эта передача не прошла. Я все-таки настаиваю на том, что Иванов прекрасно видит игру и использует малейшую возможность для того, чтобы сделать точную передачу на игрока, который открывается практически за секунду. Вот попытка. Редкая попытка, мне кажется, бросить от синей линии, но вот практически от синей линии, хотя расстояние было чуть поближе. Мы болеем за Уфу. Счет в этой игре 1-1, счет серии 2-3. Не в нашу пользу, но мы верим в то, что Кирилл Иванов, который играет темными, темно-синими, темно-бирюзовыми хоккеистами, игрок команды Субару Уфа, справится со своим соперником, который, конечно, показывает тоже высокий уровень игры, но он абсолютно доступен. Ну и Кросби вынужден прятать шайбу на неудобном хвате. Иванов делает перехват в средней зоне. Здесь борьба идет. Бен выигрывает у Кросби.
Бен снова в средней зоне. Сет Джонс заходит в зону Кузнецов. Оставляет шайбу, и в итоге получается, что он принял неверное решение, а тут едва Иванов не убегает на рандеву с голкипером соперников. 1-0 не случилось, да, не смог обработать шайбу, снова возня за воротами Уфы. Тарасенко блестяще Кузнецова оттеснил, и нужно начинать новую атаку. Передачи на лайны, может быть, что-то здесь получится. Посмотрим, что будет делать Иванов. Здесь главное углубиться в зону и там закрепиться в ней, поискав возможность для передачи или для маневра. Ни того, ни другого не случилось. Очень грамотно Иванов тут нейтрализует попытку, аналогичную попытку своего соперника. Не точно, к сожалению, не нашла шайба партнера. Тут вот со смены выходил кто-то из хоккеистов Иванова, и вот на него пас и был рассчитан. Ну вот, как опасно сейчас, как опасно. Куда пойдет передача? Чуть назад будет бросок. Сильверберг бросает, Бишоп на месте, блином эту шайбу отбивает. Еще один бросок, это уже Хагелин наносил его. За воротами снова Труханов. Пытается найти кого-то. Маринен. За воротами по-прежнему. Ну, так вот, такое ощущение, что немного времени, да, даже убивает. Кому-то показалось, а вот опасный момент. Бросок, и Бишоп кладет щиток на лед. Майерс отлично разбирается с двумя соперниками. Ведет свою команду вперед. Саламаки. Кто это? Кто это Саламаки? Сделай что-нибудь для нашей команды. Карлсон, момент. Нет, не будет бросать в этой ситуации. Карлсон очень близко подходит к воротам, но удерживает себя от желания либо бросить, либо сделать пас невыверенный. В итоге теряет шайбу. Маринер снова идет вперед. Ну, у нас качельная игра пошла. Атака в одну, атака в другую сторону. На контратаках все действуют. И сейчас, я думаю, один момент, один эпизод может решить исход второго периода. Но отнюдь не матча. Отнюдь не матча, соглашусь полностью. 1-1 в этой игре. Второй перед Бержерон. Хватает ему скорости, хватает мастерства. Без большой скорости удержать шайбу. Еще опасно бросить поворотом Пекеринны. Снова Максим идет в атаку, но уже просто через сбросы будет проброс. Пауза у нас 2:12 до конца второго периода. Но это, я думаю, момент, когда Труханов недоволен собой, он занервничал, потому что могла у него развиваться очередная атака, но вместо этого технический брак и вбрасывание уже в его зоне, а это всегда возможность для взятия ворот. Правда, тут Бержерон. Что поделаешь? Бержерон выходит и выигрывает вбрасывание. Так в этой игре заведено. Но не всегда, конечно же. Просто нужно уметь пользоваться Бержероном. Просто надо понимать, что не всегда лучшие силы, играющие на вбрасывание, выходят против него на точку. Ну и Овечкин уже с шайбой пытался сделать хорошую передачу на партнера. И вот сейчас не воспользовался своим шансом. А это хороший шанс. Это был хороший вход, гипотетически, потенциально в зону Уфы. Но магнитогорцы опять нарушили правила входа. Ну, посмотрите, две атаки могли получиться у Максима, и две закончились техническим браком. Сначала проброс, потом положение вне игры. Вот, наконец, удается зайти в зону, но тут 8 секунд. Посмотрим, что удастся сделать. Передача на защитника. Сет Джонс, бросок! Очень важно было почистить сейчас пятачок, и уфимцы с этим справились. И Кучеров отправляет шайбу в зону соперника сильным ударом. 1-1. Ну, слушайте, это время летит просто как 1 секунда. Бишоп, который справляется с бросками немногочисленными соперника. 9 против 3. Да? Ну, два броска за период. Два броска за период. Это уже по нарастающей пошел Магнитогорск. Да? Мы ждем 3. Я не верю. Азамат, я не верю. Будет ли 3? Но массу бросков блокируют игроки, полевые игроки Кирилла Иванова. Принимают шайбу на себя, не стесняясь, кстати. И заметно чаще стал бросать по воротам Уфы магнитогорский киберхоккеист. Но они просто эти самые броски не проходят. И мне показалось, что наоборот начал дорожить шайбой Кирилл Иванов. Вот такое решение было принято. Перехват очень хорошо. Позиционно в защите сыграли. Макдэвид из Уфы. Жиру. Нет. Его обесшайбили здесь в опасной близи. Ну дайте ему полсекунды, он бы сделал передачу. Я более чем уверен. Карлсон. Отличный перехват на собственной синей линии. Макдэвид. И продолжается атака Иванова. Хедман входит в зону, ищет адреса для передачи. Видит Овечкина на правом фланге. Куда? Пока он за ворота катится. И очень правильно делает Овечкин. Жиру здесь перехватывает шайбу, его сносят, все в пределах правил. В силовой манере отобрали шайбу у Уфы. Магнитогорцы идут вперед сейчас. Труханов заходит в зону. Бержерон. Ответная силовушечка. Бержерон пока вставал, остался без шайбы. Карлсон. Он очень любит подключаться к атакам. Жиру. Опасный момент. Холл.
очень неплохо играет в отборе, но все равно шайбу Иванова. Как бы неплохо не играл Холл, все равно Иванов на шаг впереди. Ну вот мы замечаем, да, какие редуты в средней линии. И уж на своей синей выстраивают оба спортсмена. Все играют от печки, да, и где-то там пытаются решить вопросы за счет ловкости и умения владения нападающих. Хедман можно бросить отсюда, можно сделать передачу, но там такая неразбериха, там такая каша, там смешались люди, кони, все, что хочешь, клюшки и коньки. Перехват. И Труханов идет в атаку. Жиру заходит в зону. Здесь 2-2 будет. Опасный бросок. Бен Бишоп на месте. Шайба за воротами. И очень важно Иванову ее подобрать и начать свою новую атаку. По центру будет ходить или через фланг? Да, по центру. Кучеров. Отдает на Жиру. Опасный момент. Будет ли бросать? С неудобной руки, да, перекладывая шайбу на клюшки. Он все-таки бросил. И подхват очень важный. Очень важный отбор шайбы. Кучеров контролирует шайбу в зоне. Даути. Назад на защитника. Даути. Что будет делать дальше? Видит он на синей линии, что Бернс там стоит. Ух, какая передача за спину. Какая передача красивая, но Кучеров не смог ей воспользоваться. И здесь ошибается в очередной раз в средней зоне. Очень часто стал Труханов ошибаться в средней и уже в своей зоне ошибается при передаче. Чувствует он давление Уфы. 9 минут с небольшим остается до конца третьего периода. 1-1. Бернс. По-прежнему Иванов в атаке. Заходит здоровый защитник Бернс. Лайне, бросай, гол! 2-1! Уфа! 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 Есть тут болельщики Салавата Юлаева, клуба, который является учредителем этого турнира. Все болельщики Уфы, все болельщики Юлаевцев, все зеленые человечки сейчас должны поддерживать Кирилла Иванова. Уфимец. Уфимец играет в полуфинале. Это очень важный гол, который забросил Лайне. Человек, чьи броски просто становятся золотыми в этом турнире. Положение вне игры. Снова ошибается при входе в зону Труханов. 8:30 у него для того, чтобы еще сравнять. Но ему по этому периоду надо хотя бы перевести шайбу в чужую зону. Хотя бы там зацепиться, что-то побороться куда-то за ворота. Какой-то, может быть, мусорный гол. Но пока Иванов снова блестяще действует на вбрасывание. Овечкин пытается зайти в зону. Ох, какая передача и подключение Хедмана. Хедман ставит корпус, не отпускает шайбу, отправляет ее и по борту. Макдэвид первый. Очень расчетливо. Ай-яй-яй, Макдэвид из-за ворот делал передачу на Жиру. Жиру не смог в касании сработать, но все-таки он подхватил шайбу. Это был отличный шанс Жиру. Не расстается с шайбой. Силовой прием против него, все в пределах правил. 1 в 1 сейчас пошел в атаку магнитогорский хоккеист. И блестяще Да, Иванов здесь борется. По крайней мере, время украл и более того, шайбу забрал себе. Он просто съел нападающего сейчас, да? И отличная передача Жиру. Что будет делать? Бросок! Подбор должен быть за Уфой. Обязательно подбор должен быть за Уфой. И он случился. Можно сделать пас под бросок. Нет, не проходит через последнего защитника. И Магнитогорск идет вперед. 4:20 до конца третьего периода. Овечкин украл шайбу у Макдэвида. И Иванов снова начинает атаку. Хотя, казалось бы, он выигрывает и можно уйти в оборону. Нет, он продолжает давить, потому что понимает, чувствует нить игры. И понимает, что можно еще забросить Жиру на пятаке. Но не удалось отправить третью шайбу в ворота Труханова. А вот сейчас Сигин входил в нашу зону при входе, столкнулся с защитником и потерял шайбу. Макдэвид на край. Жиру, мне кажется, Жиру не уходит с площадки. Теряет шайбу, к сожалению, но мы успеваем вернуться в оборону. Здесь можно на синей линии закрыть, и правильно. Макдэвид как раз на нашей синей линии перехватывает шайбу, идет вперед, бросок. Нужен бросок! Ай-яй-яй! Пекарь Рины выхватывает эту шайбу, подставляя правый щиток. Да, невероятный по напряжению матч. 50 секунд остается. 50 секунд. Последняя возможность для рывка магнитогорского киберхоккеиста. 2-1 ведет Уфа. Более того, Кирилл Иванов, уфимец, входит в зону соперника. Очень аккуратно нужно делать. Бернс. Может быть, бросить? Да, нужно бросить. К сожалению, шайба попадает в одного из уфимских хоккеистов. Это был Макдэвид. Но Макдэвид сам отбирает в центральном круге вбрасывания шайбу и отправляет вперед снова уфимскую команду. Тает время для Магнитки. Нужно забивать сейчас. Бросок! Вот бросок, это было бы самое лучшее, что могло быть. Атака у магнитогорцев, гипотетический шанс для атаки появлялся. Может быть, не вовремя эта смена сейчас проходила. Держать! Выходит шайба из нашей зоны. 12 секунд, 10 секунд. Какой нерв! Да, магнитогорцы входят в зону. Сейчас будет передача
Передача, бросок от Сини. Держать! Бишоп держит! 2-1, все, седьмой матч, седьмой матч. Уфа, магнитка сломалась. 3-3 в этой серии. Все решится в седьмом матче. Все решится в седьмом матче, который начнется через 5 минут. Да, друзья, это невероятная по накалу битва, и мы свидетели того события, что называется полуфинал 9-го чемпионата России по киберхоккею. 5 лет в этой стране, в этой замечательной хоккейной стране не было турнира под названием Чемпионат России по киберхоккею. Последний из них был в Уфе в 2015 году. И в этом полуфинале не осталось ни одного из тех, кто носил медали чемпионата прошлого, пятилетней давности. Да, но сейчас Уфа борется за выход в золотой финал, который будет показан отсюда в прямом эфире телеканала БСТ ровно в 18 часов. И специальным гостем этого финала и нашей трансляции будет Никита Сошников. Я знаю, что вы уже устали от этой информации. Я знаю, что вы уже едете на всех автобусах, маршрутках, перекладных и низкорослых башкирских лошадях в сторону ТЦ Мега Уфа. Никита Сошников придет, подкомментирует матч вместе с нами. Он сфотографируется с каждым из желающих, он даст автографы и наградит лучших игроков этого турнира медалями. Уф, какой огонь, это ад, адище, кромешный ад. Ну, как пелось группой Ария, ни шагу назад. Денис Таипов, Азамат Муратов. Мы вернемся для того, чтобы прокомментировать седьмой матч полуфинала через 5 минут. Реклама. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется. Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август. Не спеши. Все успеешь с Мегой. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. У тебя серьезный внедорожник. Ты готов к любым препятствиям. Тебя ничто не остановит. Но часто ли ты бываешь в таких дебрях? Разве он так же хорошо управляется? Или настолько динамичен? Или просто хорошо выглядит? Subaru XV. Красота инженерной мысли. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Счет 2-0 в вашу пользу. Еще в 1933 году Владимир Котельников предложил и доказал фундаментальную теорему цифровой обработки сигналов. Чтобы сегодня Ольга Николаевна могла увидеть первые шаги внука, несмотря на расстояние. Но ни она, ни большинство людей не понимают, как работают технологии. Да, людям нужны не технологии, а то, что они дают. Поэтому мы не подключаем людей к интернету. Мы даем возможность быть собой. Стать кем-то другим. Окунуться в воспоминания и заглянуть в будущее. Привет, дочурка. Привет. Как дела твои? Мы помогаем людям поддерживать связь друг с другом. С близкими, которые рядом и которые далеко. Мы не просто подключаем телевидение. Мы открываем миры. Мы хотим, чтобы бизнес рос и был уверен в своих возможностях. И делаем все, чтобы каждый предприниматель мог держать офис в своем кармане. Вести дела из любой точки страны и предпринимать на весь мир. Ежедневно мы создаем то, что людям кажется магией, а завтра станет частью их повседневной жизни. Устройте кинопремьеру дома. Запишите ребенка в детский сад. Держите дело под контролем. Будьте на связи с клиентами. Откройте бизнес. Откройте что-то новое. Будьте там, где хочется. И не ставьте границ. Мы работаем, чтобы вы стали ближе к своим желаниям и новым возможностям. Ростелеком. Цифровой доступ к тому, что нужно. Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется. Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август. Не спеши. Все успеешь с Мегой. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Говорит и показывает торговый центр Мега Уфа. Говорит и показывает столица Башкортостана. Последний матч полуфинальной серии 9-го чемпионата России по киберхоккею между магнитогорцем Максимом Трухановым и уфимцем Кириллом Ивановым. В этой серии счет 3-3. Трижды соперники обыгрывали друг друга в 6 матчах. И вот сейчас уж точно, через несколько минут, через пару десятков минут мы узнаем того, кто достоин выхода в финал. Все мы с вами, уфимские болельщики, по крайней мере, точно знаем, что достоин выхода в финал, ну, никак не магнитогорец. Хотя парень тоже хороший, да, и мог быть счастлив. Но приехал в Уфу, и мне кажется, он сейчас проиграет.
И попал на Кирилла Иванова. Так бывает. Так Приезжаешь бывает. в Уфу, а тут Кирилл Иванов. Слушайте, ну красивая серия, ну просто потрясающая серия. И она, я думаю, ну в учебники должна войти, потому что то, что происходит на киберльду, это просто, это фантастика, это величайший уровень хоккея. Знаешь, вот если так вот проводить аналогии с реальной жизнью, я думаю, это что-то похожее не на суперсерию 72 года, а на Кубок Канады 87-го, где Александр Симак забрасывал решающие 6-е шайбы, да, в 2 матчах из 3, да, наш чемпион мира Александр Симак. Да, сборная СССР там не выиграла, но накал-то борьбы, и все говорят, что это был запредельный уровень реального хоккея. Сейчас мы видим запредельный уровень киберхоккея, и вот мы просим сейчас наших спортсменов и судей начать эту встречу. И вы посмотрите, как все напряжены, вот все откинулись, потому что понимают, что все эмоции они отдали, тяжело, но надо настроить себя на последний рывок перед финалом. Потом будет пауза, да, у них будет время отдохнуть, но сейчас все внимание на киберлед. Одна деталь может решить исход матча. Я не думаю, что 7-й матч будет результативным, как это и в реальном хоккее, как это и везде. Будут осторожничать, будут нервничать, но, опять же, Иванов уже был в шаге от вылета. Он уже был в шаге от вылета. Он проигрывал по ходу той встречи, и он победил. Он победил. И он показывает, ну, по-настоящему геройский характер, потому что, ну, Труханова в этой ситуации мы ни разу не видели, чтобы он проигрывал и в итоге победил, чтобы вытащил на жилах, на зубах, на мастерстве. Этого мы у Труханова не встречали. Я вам сейчас интересную подробность про Максима Труханова расскажу. 2 или 3 года назад на льду Металлург-арены в Магнитогорске был турнир, в котором я принимал участие не как организатор, слава богу, а как счастливый игрок, и чувствовал себя прекрасно. Закончился турнир для меня где-то в полночь. Я, кстати, там в финале до 2 побед проиграл, ну, это серебро, я им горжусь, проиграл уехавшему уже с нашего турнира Артему Шабалину из Екатеринбурга. Так вот, на том турнире я встречался с Максимом Трухановым. Молодым тогда совсем еще киберхоккеистом из Магнитки. Наверное, он был молод и горяч, но я его там переиграл. И как бы мы об этой подробности помним и в шутку об этом вспоминаем, да, как меняются времена и насколько вырос скилл сейчас хоккеиста за каких-то 2-3 года. Иванов в атаке, и это фол. Иванов будет играть в большинстве, у него отличные шансы наказать соперника за вот такое неверное движение клюшкой. Это технический брак, и сразу же в самом начале игры Иванов получает возможность для того, чтобы забить Овечкин. Бросок. Кстати, вернулся в ворота Бен Бишоп, не помог Рине, хотя он просто как-то читерски тащил 5-й матч. Невозможные шайбы. Вышел Бишоп, и он может попасть под растерзание Иванова. А мы говорим о том, да, что когда в воротах Бишоп, то тогда более высокое качество игроков полевых. В соответствии с нашими правилами бросок, Бишоп на месте. Но Ринне — это спокойствие за ворота. Да? Пекка Ринне, финский голкипер, его компьютерная модель — это спокойствие за собственные ворота, но потеря в качестве игроков. И вот этого качества игроков, видимо, по решению Труханова ему и не хватило в предыдущей встрече, которую он проиграл со счетом 1-2. Но по качеству игры он там больше проиграл, конечно. Макдэвид так в притирочку играет. Макдэвид в ближнюю девятку. Нет. Не пошел на дальнюю штангу Кросби. Если бы он туда пошел, то счет мог стать 1-0, потому что он замкнул передачу на пустой угол. И опять неудачный бросок, заблокированный. Да, ушла шайба после касания защитника куда-то в сторону. Макдэвид уже магнитогорский пытается атаковать ворота в меньшинстве. Нет, уже в полном составе должна быть команда из Магнитки. Излюбленная ситуация для магнитогорского хоккеиста. Это ситуация, когда он заходит за ворота, там долго выкруживает и ищет возможность сделать пас. Еще одно удаление, да, фол в атаке. Что ж такое творится с Трухановым в самом начале? Неужели реально дрогнул? Слушайте, 7-й матч. Я думаю, что все-таки дрогнул. Хотя, с другой стороны, мы много раз видели, когда Труханов именно в зоне соперника нарушал правила. Я думаю, львиную долю нарушений было зафиксировано как раз в те моменты, когда Труханов находился в зоне уфимской команды. И это, наверное, связано с тем, что ну никак не хочет он терять шайбу, совершив какую-то... Ай-яй-яй, вот вам в меньшинстве, пожалуйста, шайба. Это магнитогорские мастера Максим Труханов. Какой-то сценарий знакомый, да? Начало встречи, шайба Труханова, и потом. Ну, вы сами все увидите. Давайте не будем спойлерить. Давайте вы все сами увидите, потому что люди сейчас будут расходиться, неинтересно, они узнают результат. А, как говорит Азамат Муратов, я все знаю, я читал сценарий. Да, я читал сценарий, и мне он нравится.
В зоне атаки Иванов. Опасный момент. Тарасенко вырезает на пятак. Да, хорошая передача. Там спиной его партнер находился к воротам. Мог с разворота положить шайбу. Не получилось. Входит в зону. Опять же в меньшинстве сейчас наш соперник из Магнитогорска. А вот мы возвращаемся в зону его. Вот таким образом. Ой-ой-ой. Вот это момент Дюшейн перекладывает. И вот сейчас рукой. момент. Успевает накрыть бросающего хоккеиста защитник из Магнитогорска. Кто там 33-й номер? Это Дастин Баффлин. Дастин Баффлин спасает сейчас команду от неминуемого выразящего броска. 0-1. Уфа проигрывает. Еще 2 секунды играть в большинстве. Ну, вбрасывание, наверное, и все, да? Здесь очень важно выиграть вбрасывание и за спиной не оставить выходящего. Поперечная передача. Кроется передача на дальнюю штангу. Вбрасывание, вброс, точнее, в зону Иванова, но шайба остается у киберспортсмена из Уфы. Начинает он свою атаку. Кросби по правому борту. Отдает на Макдэвида, но здесь перехват. И уже другой Макдэвид в Магнитогорске начинает атаку своей команды. Клинберг, подключается защитник. Холл. Бросок. Хочется сказать, но я этого говорить не буду. Да, не удался трюк Форсберга. И вот здесь можно продавить. Нет, не случилось. Нет, не случилось. Никто не бросается на набегающих хоккеистов Магнитки. Опасно. Здесь может быть опасно. Холл с неудобной руки бросает на месте. На месте голкипер Уфы. Азамат, я думал, что все-таки 7-й матч будет очень осторожный. У нас по-прежнему все те же самые качели, которые были до этого в 6 матчах подряд. Хоккеисты вообще не думают о том, что надо сесть в обороне, надо минимизировать свои ошибки. Они бегут вперед, они рвут свои киберспортивные жилы для того, чтобы выйти в финал чемпионата России, 9-го чемпионата России. И 4-й раз он, рекордный раз в истории проходит в Уфе. Так что Башкортостан настоящая киберспортивная столица России. И в финале должен быть от республики солидный представитель. Солидный представитель у нас есть. Осталось выйти в финал. Да. Максим Труханов в этот момент после зафиксированного проброса вынужден испытывать вбрасывание в своей зоне. Бержерон поторопился чуть-чуть вслед за соперником. В итоге, да, не смог выиграть шайбу на вбрасывание. Но это не беда, потому что в средней зоне юлаевцы, субаровцы, да, шайбу перехватывают. Ненадолго, кстати, инициатива была у наших хоккеистов. Передача не в той руке. Труханов держал клюшку. Да? Нам несколько повезло здесь. Клинберг в средней зоне шайбу подхватывает. Хагелин. Будет он кружить улитки, искать возможность для момента для броска. Иванов начинает атаку. Долго-долго высматривает. Но вот Бержерон снова в чужой зоне. Передача на Лайны. Лайны что придумает? Бросок! Гол! Кирилл Иванов сравнивает счет. Азамат, да, может давление померить? Нормально. Нет, со мной все в порядке. Пусть давление меряют магнитогорские киберхоккеисты и магнитогорские болельщики. Со мной все в полном, мать его, порядке. 1-1. Патрик Лайны. Кирилл Иванов сравнивает счет. Лайны вообще какой-то золотой мальчик просто. В этой серии в желтой, в золотой форме он забивает. И еще раз забивает. Постоянно. По-моему, уже 4-я шайба, если не больше у него. И снова такие важные решающие. Ой-ой-ой. Бросок после свистка. Ну, в реальном бы хоккее началась бы драка. За это обычно бьют в киберспортивное лицо. Но у нас без драк хоккеисты такого уровня, конечно, не будут себе позволять размениваться на драки. Хотя иногда кое-кто может посчитать, что это тоже такое, знаете, тоже не развлечение, а там поднять скилл, свой бросок. Нужен гол! Никита Кучеров! Плывет магнитка! Вы когда-нибудь видели, как плывут металлические изделия по Агидели? Да. Вот этот случай! Да, очередной! 2-1 Уфа ведет, 2-1 болеем за Уфу, 3:20 до конца первого периода. Кучеров! Я, конечно, не хочу забегать вперед, но я помню, как в конце марта, в начале апреля здесь была похожая ситуация, только на льду Уфа-арены. Не надо никуда забегать, давайте смотреть за тем. Я отбежал обратно. По волнам Агидели плывет.
Это, конечно, все шутки. Мы с большим уважением относимся к Максиму Труханову, но он играет в Уфе. Он должен играет в почувствовать, Уфе, что он в гостях. Да, конечно. Мы гостеприимны к Труханову с полным уважением. Он величайший мастер. Более того, для него здесь еще ничего не закончено. Он будет бороться. И, простите нас, но это БСТ, это территория, где болеют за Салават Юлаев и за команду Субару, которой руководит Кирилл Иванов. Ничего не поделать, друзья. Если вы хотите услышать, как комментаторы топят за команду из Магнитогорск. Челябинской области. Челябинской области. Давайте называть вещи своими именами. То давайте проводить турнир в Челябинской области на их областном телевидении. Здесь мы позволяем себе немножко больше. Такое ощущение, что вот этими бросками по свисткам он пытается вывести из равновесия Кирилла Иванова. Но вот Азамат Муратов, он почему так заряжен? Он же был в Магнитогорске. Я был. Он же там играл. И он все помнит. Каждый уважающий себя любитель хоккея должен однажды хотя бы побывать в Магнитогорске. Вдохнуть этот свежий воздух. Вау, как сложно сейчас было у наших ворот. Впрочем, давайте шутки в сторону. Отправим. Труханов-то имеет все шансы, но здесь делает неточную передачу. И пора, наверное, пора уже как-то отводить шайбу от наших ворот. И что? Закончился второй период. Мы ведем в счете 2-1. Вы видите, опять статистика абсолютно одинаковая по своему качеству. Больше бросков делает команда Субару из Уфы. Меньше делает бросков команда из Магнитогорска. Но при этом одна больше на треть времени проводит в атаке. Все под копирочку. Все как было. Всегда и всюду. Во всех этих матчах. И уж тем более в матчах, в которых Магнитогорск... Иванов начинает атаку своей команды. Овечкин входит в зону. Здесь первый силовой прием вообще в этом матче, потому что статистика по ударам была 0-0. Стемка заходит в зону. Труханов идет в атаку. Бержерон. Очень хорошо заходит в атаку, но очень хорошо поставил конек. По-моему, это Карлсон был, да, и огненная прострельная передача не прошла. Макдэвид входит в зону. Макдэвид не стесняется, да, между соперниками заходит, пытается завести финтом Форсберга шайбу в ворота. Не получилось. Там, наверное, просто динамики, скорости не хватило. Будет сейчас прострельная передача. Нет, за ворота. К себе домой уходит. К себе домой уходит Магнитогорец, а там уже его ждут. И там уже не так сладко. Там медом совсем башкирским не помазано. Там нечего делать. Там уже нет той былой легкости. По-другому как-то нужно искать, играть Труханову, но у него, я не знаю, насколько это получится, 15 минут до конца от основного времени этого матча. Хедман входит в зону магнитогорцев. Что он будет делать? Его задача удержать шайбу, дождаться подкрепления, но пас назад это тоже неплохо, потому что тот же Карлсон шайбу подбирает. И растягивает атаку и пытается на смене поймать. Посмотрите, Иванов входит в зону. Маккинон. Передача не проходит на Кучерова, но Кросби будет бороться за подбор. Правда, подбор остается за Труханова. Он входит в зону. Нет положения вне игры. Кучеров, Бернс. Здесь такая толчья возле борта, и шайбу отвоевывает Иванов. Идет он в очередную свою атаку. Кучеров. Одну шайбу он уже забросил. Будет ли дубль? Передача. Там никого на пятаке. Хорошо. В защите играет Максим Труханов. Еще одна атака. Лайне входит в зону, ищет возможность, но здесь теряет, и может получиться выход. 1-0 нет. Блестяще откатывается назад. Кирилл Иванов не дает вообще ни сантиметра площадки в своей зоне, чтобы разгуляться. Маккинон за воротами. Да, очень важно следить за тем, куда последуют передачи. И очень важно следить за тем, чтобы принимающему передачу не позволить бросить... Улитка у своих ворот на пятаке. А что делать, если это работает? Это практически единственный способ. Вы посмотрите, какое давление. Но Даути один от своих ворот дотаскивает, делает передачу. Попытка броска сорвалась. Заблокирована эта попытка броска. Вы наблюдаете, да, сейчас? Я вот присматриваюсь к лицу Максима Труханова. Да, он в очках. Есть между нами что-то общее. Но посмотрите, да, я смотрю на жизнь с оптимизмом. У него в глазах этого оптимизма, по крайней мере, в профиль прочитать нельзя. Но! Труханов сравнивает счет, и мы вынуждены ему поаплодировать, потому что здесь он действительно молодец. Да, немного шансов у него было во втором периоде для взятия ворот, но тем не менее Труханов получил, наверное, один, может быть, полтора момента и смог реализовать свое преимущество в данном эпизоде. На коротком отрезке времени. Да, он сыграл по моменту. Момент-то был такой, знаете, вот его еще надо было разглядеть. Труханов это сделал, и действительно он заслуживает похвалы. 2-2 в этой игре. Дюшейн входит в зону, Иванов.
Хэмилтон. Будет ли наброс? Нет, не будет. Иванов отсюда не бросает. А он пытался сделать передачу. Вот как нужно было действовать, но, к сожалению, для нас магнитогорский защитник перехватил шайбу и потащил свою команду вперед. Опасно! Отвели угрозу от собственных ворот хоккеисты в желтом, хоккеисты Уфы, и тащат шайбу в зону соперника. 2-2, все на волоске, 2-2, передача, подбор за Бишопом. Бишоп самый расторопный у ворот, как баскетбольный центровой. Он забирает этот подбор, и вбрасывание будет в зоне Труханова. Посмотрим, кто его выиграет. Важный момент. 3:46 до конца второго периода. Выигрывает Труханов, но подбор за Ивановым. Будет 2 минуты. Александр Овечкин был сбит с коньков, и за это сейчас будет наказан. Будет наказан магнитогорский хоккеист, по крайней мере, тем, что его будет на одного исполнителя меньше. Ну, и мы помним, что нужно держать востро ухо, даже играя в большинстве против такого мастера. Неточная передача, вынуждены откатываться сейчас уфимцы. Да, вы посмотрите, да, попой вперед, въезд в зону, это обычное явление для хоккея под маркой НХЛ-19. Жиру входит в зону, Иванов ищет передачу, но бросает неожиданно даже для Бишопа. Бишоп поэтому шайбу после такого несильного броска не зафиксировал. Шайба низом шла, чем ее фиксировать щитками, это практически нереально. Ну и нужно следить за тем, что происходит в собственной зоне при игре в большинстве. Да, очень хорошо, контролирует шайбу Труханов, но этого явно недостаточно. Первым, к сожалению, для нас на подборе снова будет хоккеист из Магнитогорска. Пытается он начать свою атаку, высматривает дальний борт, может быть, кто-то пошел вперед. Да, вот кто-то пошел вперед, и что там? Офсайд. Очередной небольшой технический брак. Понятно, что вчетвером тяжеловато атаковать, это никто не спорит, но не удалось в зону войти. Тем не менее, остается минута 26 и 1 секунда в большинстве у Кирилла Иванова. Даути подхватывает шайбу после выигранного вбрасывания. Тарасенко ходит в зону. Отлично, бросать, отсюда бросать! Бишоп. Вроде бы все сделано было правильно, да, как будто из-за стенка выскочил бросающий, но Бишоп разглядел этот момент и шайбу зафиксировал надежно своей ловушкой. Вбрасывание в зоне Труханова. Очередное вбрасывание. Именно там последняя минута пошла второго периода. Кросби выигрывает. Хедман. Что будет делать? Ой, как хорошо катается. Хедман объезжает. Кросби! Дальний угол, к сожалению, не попадает, но подбор за нами и... Ой, свои ворота не занес сейчас Макдэвид с коньками. Посмотрите, а это было бы красиво. Это было бы очень мощно. И что сейчас закончилось время второго периода. Счет 2-2, счет равный. Все на тоненького, да. Потирает лысину Максим Труханов. Есть от чего тут ему озадачиться. Но он задачу минимум выполнил на этот период. Да, шайбу забросил, счет сравнял. Для него пока все не так плохо. Но у кого? Нервишки-то у кого? И на чьей стороне будет фортуна? Мы сейчас прекрасно понимаем, что при столь равной борьбе, вы посмотрите, прошло 6 полных матчей и еще 2 периода. И равенство полное. Вот по счету полное. Мы, конечно, отдаем предпочтение нашему киберхоккеисту, ну и Труханов молодцом. И сейчас очень многое может зависеть от удачи. Помните, да, что однажды Труханов выиграл дополнительное время, однажды по буллитам. И там, конечно, без удачи тоже не обошлось. В дополнительное время он реализовал большинство, такое обидное для нас его собственное большинство. Ну и неправильно выходил из зоны сейчас как-то. Ненадежно выходил из зоны, неаккуратно Кирилл Иванов. Вот здесь заварушка родилась, и прессинг какой сейчас Магнитогорец устроил. У кого будет шайба? А шайба будет у нас! Нет, к сожалению, она в средней зоне, но все-таки под контролем хоккеиста из Челябинской области. Иванов хорошо отпрессинговал, на самом деле, по крайней мере, в такой ситуации. Хорошо, что шайба вышла из зоны, а вот теперь дождался своего момента Овечкин. Входит в чужую зону, там Макдэвид, Овечкин. Не получилось обыграть Бержерона. Бержерон, как всегда, надежен, как в реальной жизни. Один из лучших центровых НХЛ по этому показателю, именно игре в обороне. Атака Труханова. Он кружит возле борта, бросает, но это семечки для Бишопа. Семечки для Бишопа, но эти семечки грызутся с трудом, будто бы они гранитные. И не у каждого голкипера хватит крепости зубов для того, чтобы действительно эти семечки разгрызть. Вы видели плотный акцентированный шлепок по шайбе, да, в ближнюю девятку. Здесь могло все кончиться совсем по-другому. Неточная передача при выходе из зоны, но здесь нам повезло ли? Да, повезло, наверное, потому что дальше... мастерство, все равно мастерство, заблокировали бросок, поборолись. Тут везение и мастерство, но так и бывает. Я просто клонил к тому, что после таких заблокированных бросков иногда случаются неприятные отскоки, и голкипер получает бросок от игрока, от которого не ожидал в этой ситуации броска получить. Иванов в атаке. Карлсон кружит.
Бросок, нет, не точный. Не точный, но Иванов подбирает шайбу в средней зоне, заходит в чужую. Маккинон, есть момент, шанс. Кучеров. До броска дело не доходит. Большое напряжение у нас. Кросби. Ох, но это уже усталость, да, это уже нервы. Но юлаевцы сейчас в зоне соперника и за ворот выходил. По-моему, это был Кучеров, да, переиграл его голкипер Бишоп. И сейчас Уфа должна отобороняться. Нужно все сделать аккуратно. А какое катание! Но это было красиво, да, возражать против такой шайбы просто ничего. Молодцом, конечно, Труханов, красавчик, мужчина, но мне кажется, это последняя шайба его в этой встрече. Мне кажется, это последняя шайба его встречи, потому что, ну, больше забивать это уже будет нелогично. Была контратака, да, хорошо раскатал, катанием заставил раскрыться и ошибиться, оставил в стороне защитника, сделал пас на дальнюю штангу, а там уже Бишоп, не Бишоп, Третьяк, Мецела, я думаю, шансов там уже было совсем ничего. 10 минут 34 до конца третьего периода. Уфа проигрывает в очень важной встрече, но все еще поправимо, потому что времени более чем достаточно. Раймон Жиру. Да, и у нас уже плывут головы. Раймон Жиру из казанского Акбарса знаменитый. Сейчас был на льду. Это был Клод Жиру, да, но какая разница, в общем, какая разница, это был Кирилл Иванов. О, какой сейчас момент, да, и к нашему удивлению, ай-яй-яй, подставление на пятаке, и Труханов сейчас готов к тому, чтобы уйти в глухую оборону. 4-2. 4-2 в пользу Магнитки. Нужно собраться Уфе. Субару должно вывести полный привод. 4 колеса в любой ситуации. Гений инженерной японской мысли должен вывести в этой ситуации Иванова. Он должен собраться и найти противоядие. Да, вот, например, сейчас. Почему бы не попробовать это сделать? Неточная передача. Снова Труханов в атаке. Ну, слушайте, у нас Кирилл Иванов вообще марафонец. Вчера он сыграл, по-моему, 15 или больше матчей. Я не знаю вообще. 14, по-моему, матчей. Но он сказал, я готов был еще на 14. Вот такое у него было состояние. И он в этом плане настоящий кибератлет без всяких вариантов. Будет бросок, подставление. Нет, не заходит. На пятаке Бишоп на месте. Ну, марафонец, что сказать. И сегодня тоже тяжеловато после стольких игр. Дело в том, что у нас вчера доигрывалась группа, в которой играл Иванов. И действительно ему тяжеловато. Но по ходу этого турнира он сделал много сюрпризов. Он выбил фаворитов и удивил многих. И сейчас нас удивит, я более чем уверен. И посмотрите, какая борьба сейчас за воротами магнитогорской команды. Жиру поборолся. Овечкину под бросок, к сожалению, не попал по шайбе Саша. Здесь хороший перехват в средней зоне. Овечкин. Продолжается атака Иванова. Что придумает Овечкин? Разворачивается. Да бросить ближний! Тот редкий случай, когда Овечкин не Лайне. Да, не хватило здесь Патрика Лайна в нападении, но есть еще много, поверьте, вагон и 46 маленьких тележек. 3 вагона и 46 тележек, бросок снова мимо ворот, да как-то заколдованы сейчас ворота, да, магнитогорские, 2 в 1, контратака, это будет опасно, и с этим нужно разбираться, и мы с этим разбираемся в прекрасном стиле, сработала оборона Уфы, и тут же, вперед. А куда пойдет передача? Передача пошла, но она была прервана на дальнюю штангу. По-прежнему шайба в средней зоне. Пытается Труханов что-то сделать, что-то придумать. Но здесь хороший силовой был в исполнении Иванова, и Бафлина снесли. 58 секунд остается до конца третьего периода. Отнюдь пока что не матча, потому что мы понимаем, что интрига здесь будет держаться до конца и возможно отыграть любое отставание. Даути, давай передачу вперед на Лайне. Лайне должен разобраться, он обратно пытался сделать передачу, но она, к сожалению, попала к Макдэвиду. Что будет делать Макдэвид? Бишоп капюшоном ловит эту шайбу. 33 секунды для 2. Шайбы Дикапы, это, конечно, невероятное событие. Должно произойти, чтобы Уфа сравняла счет после вбрасывания в своей зоне. Но времени хватает. Ну, гипотетически. Да, мы 4 года не видели чемпионат России. Должно же здесь что-то огненное случиться. Еще более огненное. Мы заслужили это за 4 года? Конечно, заслужили. Посмотрим, что сейчас получится у Иванова. Входит в зону Макдэвид. И что? Овечкин. Бросок блокируется. Да, уже в не самой выгодной ситуации. Овечкин просто бросал в сторону ворот. Тут все объяснимо. Все понятно. Кросби на точке вбрасывания 17 секунд. Против Дюшейна. Кросби. Выигрывает бросок ближний. Бишоп.
Бишоп сидел и ждал в этом месте. Ловушка уже находилась у него над плечом. Он закрывал ближнюю девятку и справился с этим броском. Но мы хотим увидеть хотя бы одну шайбу. 14 секунд. Это более чем достаточно. Вбрасывание, к сожалению, Иванов проигрывает. Макдэвид идет вперед. Здесь отличный отбор в средней зоне. Вернуться бы в зону соперника, отобрать бы эту шайбу. 5, Нет, надежно 4, сыграл Труханов. 3, Ну 2, что, друзья, поздравляем Максима 1. Труханова с выходом в финал 9-го чемпионата России по киберхоккею. Он боролся, он старался, он смог. Какие-то посторонние мужчины в красных непонятных сельских сетках появляются у нас на сцене. Кто их сюда запустил, сколько денег они заплатили для того, чтобы нарушить регламент Международной Федерации Киберхоккея, это непонятно, но, по-моему, мы будем вести речь о дисквалификации немцев из российского киберхоккея. Ну что ж, к сожалению, Кирилл Иванов проигрывает, но я думаю, аплодисментами надо поддержать Кирилла, потому что он бился 7 матчей. Это был огненный полуфинал, и он действительно украсил наш чемпионат России. Кирилл Иванов становится... И так сделал величайшее достижение, повторил величайшее достижение для нашего башкирского киберхоккея. Дело в том, что мы ждали любой награды на 12 лет. Любой награды на всероссийском чемпионате. 12 лет. 12 лет назад в стенах одного из развлекательных комплексов города Уфы Рустам Гендулин, который сейчас следит за этим матчем, ветеран, пожилой андатор, мой ученик, завоевал бронзовую награду на 5-м чемпионате. И вот 9-й, и вот посмотрите, сколько лет прошло. И мы, по крайней мере, в бронзе. Я хочу всех поздравить, друзья. Очень жаль, что, конечно, в том самом финале, который будет показан в прямом эфире по телеканалу БСТ, не будет уфимского киберспортсмена. Но что поделать, мы боролись как могли, 7 матчей, и на тоненького оказалось преимущество итоговое нашего гостя из «Магнитки». Для Кирилла Иванова, если я не ошибаюсь, это первый чемпионат России. Первый чемпионат России. И он у нас с бронзы. Да, у нас первый чемпион Республики Башкортостан. В прошлом году, в этом году он стал бронзовым призером чемпионата республики. Ну, вот посмотрите, какой у нас уровень. Он бронзовый призер чемпионата России. Все отлично, все хорошо. Что, Денис, давайте как-то сворачивать лавочку. Нам надо пересоздать трансляцию, дать всем отдохнуть, потому что 18:00 все должны нас увидеть в прямом эфире на телеканале БСТ. Говорят, Никита Сошников уже выехал в ТЦ Мега. Не забывайте о том, что у нашего звездного новичка вы сможете взять автограф, сфотографироваться и вообще пообщаться, а чего бы и нет. Thank you.